Представьте, что вы можете изменить свою жизнь всего лишь с помощью нескольких небольших ежедневных привычек. Эта аудиокнига рассказывает, как маленькие, но постоянные изменения могут привести к большому успеху. Приготовьтесь раскрыть в себе скрытые возможности и начните создавать будущее, о котором всегда мечтали, шаг за шагом. Что если я скажу вам, что вся ваша жизнь может измениться, если вы будете делать самые незначительные вещи? Вещи настолько незначительные, что вы, возможно, даже не заметите их. Звучит слишком просто, не так ли? Но представьте себе это. Что если вы будете каждый день делать маленькие, почти незаметные изменения и через год обнаружите, что ваша жизнь полностью изменилась? Это не фантазия. Это не уловка. Это реальность, созданная силой привычек. В этой книге мы рассмотрим, как маленькие привычки, атомарные привычки, могут привести к масштабным и долгосрочным изменениям. Идея проста. Наши привычки, какими бы незначительными они ни казались, со временем накапливаются, дополняя друг друга, как капли воды, образующие ручей. Вы можете подумать, что для достижения успеха, меняющего жизнь, нужны серьезные решения, гигантские прыжки веры или внезапные удачи. Но правда в том, что маленькие привычки работают незаметно, постепенно формируя вашу судьбу. Они невидимые силы, действующие за кулисами, постоянно укрепляя или ослабляя человека, которым вы становитесь. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, почему нужно сосредотачиваться на этих крошечных, казалось бы, незначительных действиях? Почему бы не стремиться к чему-то большему, более значимому? Ответ кроется в силе постепенного роста. Именно маленькие, но постоянные улучшения, а не грандиозные скачки, приносят результаты. В следующих главах вы узнаете, почему эти крошечные изменения, накапливаясь со временем, оказываются более эффективными, чем самые грандиозные решения. Вы узнаете, как использовать силу привычек, как одно решение каждый день читать по странице, гулять по 10 минут или выпивать по стакану воды. Постепенно формирует ваше будущее, о котором вы пока не можете и подумать. Почему привычки так важны? Привычки, которые вы формируете сегодня, будут определять ваш успех завтра. Это просто. Все, что вы делаете, и все, чего не делаете, это результат привычек, которые вы приобрели со временем. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы живем в мире, где все подчинено распорядку. С момента пробуждения и до того, как вы ложитесь спать, вы совершаете ряд действий, некоторые из которых осознанные, а некоторые автоматические. Исследования показывают, что более 40% ваших ежедневных действий – это привычки. Это означает, что почти половина всего, что вы делаете, зависит от ваших привычек, а не от сознательных решений. Как это влияет на ваш долгосрочный успех? Если ваши привычки негативные, например, вы откладываете дела на потом, пренебрегаете своим здоровьем или финансовым будущим, они накапливаются так же, как и положительные привычки. Одна плохая привычка за другой может свести на нет ваш прогресс. Но если вы выработаете правильные привычки, которые соответствуют вашим целям и ценностям, те же самые привычки будут работать на вас, продвигая вас вперед к тому, о чем вы даже не мечтали. Подумайте об этом. Каждое ваше действие, будь то чтение, физические упражнения, здоровое питание или прокрастинация, создает импульс. Чем больше вы что-то делаете, тем сильнее это становится. И то, двигают ли эти действия вас вперед или тормозят, зависит от того, какие привычки вы сформировали. Вы – это не результат одного важного решения, которое вы когда-то приняли. Вы – это совокупность всех маленьких решений, которые вы принимаете каждый день. Если научиться принимать правильные решения, можно изменить свою жизнь к лучшему. В основе этой книги лежит важная истина. Секрет долгосрочного успеха заключается не в кардинальных переменах, а в небольших постепенных улучшениях. Мы живем в мире, где принято восхищаться резкими переменами, мгновенным успехом, стремительным похудением, грандиозными достижениями. Легко поддаться мысли, что только грандиозные поступки ведут к величию. Но что если я скажу вам, что ключ к изменению вашей жизни не в грандиозных переменах, а в маленьких, почти незаметных?
Эта идея о том, что нужно сосредоточиться на маленьких привычках, основана на понятии накопительного эффекта. Представьте, что вместо того, чтобы сбросить 30 килограммов за 30 дней или написать роман за месяц, вы сосредоточитесь на том, чтобы каждый день улучшать себя всего на 1%. Поначалу это может показаться незначительным. Прочитать одну страницу, сделать дополнительную 5-минутную зарядку, заменить вредный перекус на полезный. Но вот в чем волшебство. Со временем эти маленькие действия накапливаются. Они дополняют друг друга и создают эффект снежного кома. Улучшение на 1% каждый день приводит к 37-летнему улучшению за год. Вот в чем сила постоянства. Не грандиозные перемены изменят вашу жизнь, а маленькие ежедневные действия, которые со временем накапливаются. Так почему же маленькие изменения так эффективны? Во-первых, их легко внедрить. В отличие от масштабных изменений, они не требуют больших усилий или кардинальных перемен в вашей жизни. А во-вторых, они устойчивы. Большие перемены часто вызывают сопротивление. Наш мозг запрограммирован сопротивляться резким изменениям. Но маленькие изменения, они почти незаметны. Они ускользают от нашего сопротивления и становятся частью нашей новой жизни, прежде чем мы это осознаем. Со временем эти изменения становятся частью нашей личности, определяют, кто мы и как мы живем. Трансформация происходит не сразу, а постепенно, мягко и стабильно. Так как же это связано с вашим личным опытом? Эта книга поможет вам не только избавиться от вредных привычек, но и сформировать новые, которые будут вам полезны. Вы отправитесь в путешествие, которое покажет вам, как изменить свою жизнь, используя силу маленьких привычек. Хотите ли вы избавиться от прокрастинации, стать здоровее, повысить продуктивность или достичь любой другой цели? Принципы, изложенные на этих страницах, помогут вам составить четкий план действий. Цель не в том, чтобы совершить огромный скачок завтра. Цель в том, чтобы сделать маленький шаг сегодня, который заложит основу для лучшего будущего. К концу этой книги вы будете знать, как сформировать привычки, которые помогут вам в достижении долгосрочных целей, заменить привычки, которые вам больше не нужны, и создать среду, которая повысит ваши шансы на успех. Эта книга не только о теории формирования привычек. Она о практических шагах, которые вы можете предпринять, чтобы изменить свою жизнь, начиная с одной маленькой привычки за раз. Пришло время перестать ждать идеального момента, чтобы изменить свою жизнь. Идеальный момент настал. Каждая маленькая привычка, которую вы будете вырабатывать сегодня, приведет вас к тому, кем вы хотите стать завтра. Путь к изменениям начинается с первого шага. Вы готовы сделать этот первый шаг? Глава 1. Сила маленьких привычек. Совокупный эффект от небольших улучшений. Представьте, что вы стоите у подножия огромной горы, которая кажется вам почти непреодолимой. На первый взгляд подъем слишком крутой, а вершина слишком далеко. Именно так часто и ощущается изменение, пугающе, ошеломляюще и слишком амбициозно. Нас учили, что для перемен нужны грандиозные жесты. 30-дневные диеты, фитнес-планы, радикальные решения. Но что если секрет настоящих долгосрочных изменений не в этом? Что если ключ к ним в чем-то настолько маленьком и незаметном, что мы его даже не замечаем? В этом и заключается суть атомных привычек, крошечных действий, которые со временем накапливаются и приводят к невероятным результатам. Подумайте об этом. Если вы будете становиться лучше хотя бы на 1% каждый день, эти крошечные улучшения будут накапливаться. Математика ошеломляет. Если каждый день становиться лучше на 1% в течение года, то к концу года вы станете почти в 37 раз лучше. Это не просто рост. Это трансформация. Не революционная, а тихая, ежедневная. Но из-за того, что изменения происходят постепенно, мы часто их не замечаем. Легко отмахнуться от мысли, что еще несколько минут чтения или подъем по лестнице вместо лифта могут что-то изменить в жизни. Но именно здесь наше восприятие нас подводит. Прогресс не всегда линейный. Чаще всего он скрыт, незаметен, пока не достигнет критической точки.
Как вода, которая закипает, она все еще остается водой при температуре 97, 98 или 99 градусов. Но стоит ей достичь 100 градусов, и все меняется. То же самое и с вашими привычками. Возможно, вы не заметите изменений сегодня, завтра или даже на следующей неделе, но продолжайте. И однажды, когда ты этого совсем не ждешь, ты проснешься и поймешь, как далеко ты продвинулся. Это и есть накопительный эффект. Тебе может быть все равно, замечаешь ты его или нет, но он продолжает накапливаться. Каждый твой выбор, даже самый незначительный, помогает тебе или вредит. Здесь нет нейтральной позиции. Каждое твое действие – это голос за то, каким человеком ты становишься. Вопрос в том, голосуешь ли ты за будущее, которое хочешь, или медленно движешься в противоположном направлении. Почему привычки важнее мотивации? Большинство из нас убеждены, что мотивация – это секретный ингредиент успеха. Мотивационные видео, вдохновляющие цитаты, культура «просто сделай это». Конечно, мотивация может помочь тебе начать. Это тот самый прилив адреналина, когда ты наконец решаешь что-то изменить. Но вот в чем правда, мотивация мимолетна. Она эмоциональна, она ненадежна. Ты чувствуешь ее утром, а к полудню уже не чувствуешь. И если твой прогресс зависит от того, насколько ты мотивирован, ты будешь постоянно начинать и бросать, то вдохновляясь, то сдаваясь. Привычки же не зависят от твоего настроения. Им не нужно твое разрешение, чтобы проявиться. Однажды сформировавшись, они работают на автопилоте. В этом их суперсила. Когда привычка становится частью твоего ежедневного распорядка, она перестает требовать усилий. Тебе не нужно уговаривать себя почистить зубы утром, ты просто это делаешь. Это тот уровень, которого мы хотим достичь для наших самых важных действий, автоматических, повторяющихся, стабильных. Забавно, но когда ты перестаешь гоняться за мотивацией и начинаешь создавать системы, результаты становятся неизбежными. Тебе больше не нужно полагаться на силу воли, чтобы решить, идти ли в спортзал. Вы сделали это неотъемлемой частью своей личности. Вы не спрашиваете себя, стоит ли вам писать сегодня. Вы просто открываете блокнот, потому что именно так поступают писатели. Переход от эмоционального принятия решений к структурированному выполнению задач – вот где кроется настоящая сила. Чем больше вы полагаетесь на мотивацию, тем уязвимее становится ваш прогресс. Но чем больше вы полагаетесь на привычки, тем стабильнее и надежнее будет ваше развитие. Небольшие изменения приводят к долгосрочным результатам. Мы живем в мире, одержимом лайфхаками и быстрыми решениями. Все хотят добиться успеха за одну ночь. Похудеть на 20 килограммов за 2 недели, зарабатывать шестизначные суммы за 30 дней, выучить язык за выходные. И хотя эти заголовки привлекают внимание, они редко приносят долгосрочные результаты. Настоящие изменения происходят не от того, что вы много раз что-то делаете, а от того, что вы делаете это понемногу, но постоянно. В этом ирония. Скучные привычки пить воду, ложиться спать вовремя, делать растяжку, писать по 10 минут незаметно меняют вашу жизнь. Маленькие изменения так эффективны, потому что они не вызывают сопротивления. Масштабная перестройка образа жизни звучит впечатляюще, но обычно приводит к выгоранию. Когда перемены слишком велики, ваш мозг воспринимает их как угрозу. Это вызывает страх, неуверенность в себе и желание отступить. Но когда перемены незначительны, почти до смешного просты, ваш мозг не сопротивляется. Он принимает их. И как только они приняты, они повторяются, а когда повторяются, становятся постоянными. Представьте себе, что вы сажаете дерево. Вы не ругаете семечко, потому что оно не превратится в лес за одну ночь. Вы поливаете его, защищаете, даете ему солнечный свет. Вы доверяете процессу. Со временем корни становятся глубже и рост ускоряется. Привычки – это то же самое. Они начинаются незаметно, но со временем набирают обороты и становятся тем, что вы есть. Маленькие изменения также позволяют экспериментировать. Они дают вам возможность попробовать что-то новое и подстроиться под обстоятельства, не стремясь к совершенству. Вы не пытаетесь стать лучшим сразу, вы стараетесь становиться немного лучше каждый день. Такой подход создает благоприятную среду для роста, потому что он поощряет любопытство, прощение и настойчивость.
Подтема 4. Реальные примеры маленьких привычек, которые приводят к большим результатам. Давайте рассмотрим это на примерах из реальной жизни. Возьмем историю человека, который сбросил больше 100 килограммов не с помощью строгой диеты, а благодаря тому, что каждый день ходил пешком по 5 минут. И все, 5 минут. Почему? Потому что 5 минут – это выполнимо. Это не пугало его и не утомляло. Но вот что произошло. 5 минут превратились в 10, потом в 20. Затем пришло время заняться питанием, сном и мышлением. Импульс продолжал его толкать вперед. Самым сложным было не сбросить вес, а выработать привычку, которая сделала изменения возможными. Или возьмем женщину, которая хотела стать писательницей, но боялась начать. Она решила писать по одному предложению в день, всего одно. Чаще всего она писала больше, иногда меньше. Но к концу года у нее уже была рукопись. И дело было не в гениальности, а в постоянстве. И давайте не будем забывать о бизнесе. Одна предпринимательница, с которой я работал, повысила продуктивность своей команды не за счет пересмотра рабочих процессов или инвестиций в дорогое программное обеспечение, а за счет того, что начала каждую встречу с 2-минутного обмена благодарностями. Это небольшое изменение в привычке улучшило моральный дух, снизило выгорание и улучшило сотрудничество. Почему? Потому что люди чувствовали, что их видят и слышат. А когда люди чувствуют, что их ценят, они работают лучше. Это не исключение. Это иллюстрации к принципу «маленькие привычки меняют нашу жизнь». Важно не количество усилий, а готовность продолжать. Человек, который каждый день отжимается, будет в лучшей форме, чем тот, кто не отжимается вообще. Студент, который каждый день учит по одной карточке, запомнит больше, чем тот, кто зубрит перед экзаменом. Родители, которые каждый вечер проводят время со своим ребенком, создают связь крепче, чем может дать поездка раз в год. Когда вы смотрите на успешных людей, на тех, кто многого добился, становится ясно, что они не просто делают что-то время от времени. Они делают правильные вещи постоянно. Не потому, что они лучше других, а потому, что они создали систему, которая помогает делать правильные вещи, а не неправильные. Вот о чем эта книга. Она дает вам инструменты, чтобы построить жизнь, в которой прогресс неизбежен. Где ваши привычки помогают вам двигаться вперед, а не тормозят вас. Где перемены вдохновляют, а не утомляют. Где успех – это результат вашей системы, а не вдохновение. Так что если вы когда-нибудь чувствовали, что начинаете с нуля, что ваши цели слишком далеки, что вам не хватает дисциплины, это приглашение для вас. Вам не нужно быть идеальным. Вам не нужно все знать. Вам просто нужно стать немного лучше сегодня, а завтра сделать еще лучше. Так вы побеждаете. Спокойно. Каждый день. Неудержимо. Глава 2. Личность определяет поведение. 3 уровня изменения поведения. Результат, процесс, личность. 3 концентрических круга. Внешний круг – это результат. Это то, к чему стремится большинство людей. Похудеть, написать книгу, получить повышение, изменить свою жизнь – все это процессы. Системы и рутинные действия, которые приводят к результату. Планирование питания, составление графика работы, инструменты для повышения продуктивности. Но в основе всего на самом глубоком уровне лежит самоопределение. Это то, чему мы уделяем меньше всего внимания, но это самое мощное. Это то, кем ты себя считаешь. И все, что ты делаешь, осознанно или неосознанно, отражает твою личность. Когда большинство людей пытаются измениться, они сосредотачиваются на внешнем круге, на результатах. Они говорят что-то вроде «я хочу пробежать марафон» или «я хочу больше читать». Это хорошее начало, но это не то, что приведет к долгосрочным изменениям. Процесс может привести к результату, но если твоя личность не соответствует поведению, которое ты пытаешься выработать, это все равно, что плыть против течения. Ты можешь двигаться какое-то время, но это тебя измотает. На самом деле перемены происходят, когда ты меняешь порядок. Не спрашивай себя, чего я хочу достичь. Спроси себя, кем я хочу стать. Потому что, когда твои привычки вытекают из твоей личности, они перестают быть просто действиями, они становятся выражением того, кто ты есть. Если ты считаешь себя здоровым человеком, пробежка не будет для тебя в тягость. Это просто то, что делают здоровые люди.
Если ты видишь себя писателем, тебе не нужно заставлять себя писать. Ты просто действуешь в соответствии со своей личностью. Поведение становится естественным не потому, что это легко, а потому, что это правильно. Вот почему привычки, основанные на самоопределении, так сильны. Они не зависят от мотивации, приложений или вознаграждений. Они основаны на твоем самоощущении. Тебе не нужно мотивировать себя чистить зубы. Ты делаешь это, потому что ты человек, который заботится о гигиене. Этот принцип можно применить к чему угодно. Проблема в том, что большинство людей никогда не выбирают свою идентичность осознанно. Они наследуют ее от родителей, от сверстников, от прошлого опыта. Но идентичность, как и любая вера, может меняться. И именно с этого начинаются настоящие перемены. То, как ваши привычки формируют ваше представление о себе, не является чем-то неизменным. Это не записано в вашей ДНК и не спрятано за вашими чертами характера. Это история, которую вы рассказываете себе, подкрепляя ее своим поведением. Каждое ваше действие – это голос в пользу того, каким человеком вы становитесь. Если вы написали одну страницу, значит вы писатель. Если вы тренируетесь один день, значит вы спортсмен. Если вы медитируете 1 минуту, значит вы цените осознанность. Эти действия могут показаться незначительными, но они имеют гораздо большее значение, чем мы думаем. Наш мозг постоянно ищет связь между тем, кем мы себя считаем, и тем, что мы делаем. Когда эта связь есть, мы чувствуем себя увереннее. Но когда наши действия противоречат нашей идентичности, мы испытываем дискомфорт, когнитивный диссонанс. Если вы всегда считали себя не утренним человеком, но просыпаетесь рано несколько дней подряд, ваш мозг вынужден пересмотреть это убеждение. Вы голосуете за новую идентичность. И чем больше голосов вы отдаете, тем сильнее меняется ваше представление о себе. Вот почему привычки – это не просто инструмент для изменения поведения. Это скульпторы идентичности. Каждый раз, когда вы что-то делаете, даже если это совсем немного, вы не просто меняете свое поведение, вы меняете свое представление о себе. В этом ключевое отличие между людьми, которые меняются временно, и теми, кто меняется навсегда. Первые достигают цели, а потом возвращаются к прежнему состоянию, потому что старая идентичность тянет их назад. Вторые принимают новую идентичность, которая поддерживает их поведение независимо от результата. Например, если кто-то бросил курить. Если он говорит «нет, спасибо, я пытаюсь бросить», значит ли это, что он все еще считает себя курильщиком? Эта привычка все еще живет в его сознании. Но если он говорит «нет, спасибо, я не курю», значит он принял новую идентичность. Это тонкое, но важное различие. Чем больше вы воплощаете в жизнь образ человека, которым хотите стать, тем более правдоподобной становится ваша идентичность. Сначала для себя, потом для других. Ваши привычки – это зеркала. Они отражают ваш нынешний образ и в то же время формируют ваш будущий образ. Если вы хотите узнать, кто вы, посмотрите на то, что вы постоянно делаете. А если вы хотите измениться, начните с изменения того, что вы постоянно делаете. Не делайте резких шагов, а постепенно меняйте свои действия, которые со временем накапливаются. Идентичность не создается за один день, но она создается каждый день. Чтобы стать тем, кем вы хотите быть, нужно начать с ясности. Вы должны знать, кто этот человек. Что для него важно? Как он проводит время? Какой выбор он делает, когда никто не видит? Чем четче вы представляете себе этого человека, тем легче вам будет согласовывать свое поведение с этой идентичностью. Это не значит, что нужно притворяться или обманывать. Это значит вести себя так, чтобы поверить в себя, раз за разом доказывая себе, что вы становитесь тем, кем хотите быть. Первый шаг – определить свою желаемую идентичность. Будьте конкретны. Не говорите просто «я хочу быть здоровым». Спросите себя, что бы делал здоровый человек. Он бы больше ходил пешком, предпочитал фрукты чипсам, ложился спать вовремя. Запишите эти действия. Они станут вашим ориентиром. Эти маленькие действия – кирпичики, из которых будет складываться ваша личность. Второй шаг – начать с малого. Изменения не приживаются, если они кажутся вам слишком масштабными, но если они кажутся вам простыми, до смешного простыми, то они становятся устойчивыми. Хотите стать читателем? Начните с одной страницы. Хотите привести себя в форму? Начните с одного отжимания.
Хотите быть организованным? Приберите один ящик. Дело не в том, чтобы сделать что-то впечатляющее. Дело в том, чтобы доказать себе, что вы можете делать это постоянно. Постоянство – это то, что перестраивает мозг. Третий шаг – закрепление. Отмечайте свои успехи. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии со своей новой личностью, найдите минутку, чтобы это заметить. Радуйтесь этому. Не в смысле самолюбования, а в смысле самоутверждения. Эти положительные подкрепления закрепляют поведение в системе вознаграждения вашего мозга, повышая вероятность того, что вы будете повторять это. Хвалите себя не только за то, что вы сделали, но и за то, кем вы становитесь. Четвертый шаг – окружить себя людьми, которые воплощают ту личность, которую вы хотите. Личность заразительна. Люди, с которыми вы проводите время, формируют ваше представление о том, что нормально, что возможно и что желательно. Если вы хотите писать, общайтесь с писателями. Если вы хотите правильно питаться, проводите время с людьми, которые уделяют этому внимание. Ваше окружение либо укрепит вашу старую личность, либо поддержит новую. Пятый шаг – терпение. Изменение личности требует времени. Это не прямая линия. У вас будут дни, когда вы будете возвращаться к старым привычкам, когда новая личность будет казаться вам далекой. Это нормально. Самое главное не совершенство, а настойчивость. Вам не нужно быть идеальным, чтобы добиться прогресса. Вам просто нужно продолжать появляться на людях и голосовать за того, кем вы хотите стать. Одно из эффективных упражнений – использовать фразу «Я тот, кто». Заполните пропуск тем, кем вы хотите быть. Я тот, кто не пропускает тренировки. Я тот, кто пишет каждый день. Я тот, кто выполняет обещания, данные самому себе. Скажите это, запишите это, а затем подтвердите действием. И тогда ваша личность изменится. Глава 3. Понимание механизма формирования привычек. Привычки не возникают случайно. Они формируются в результате предсказуемого неврологического процесса, известного как петля привычки. Эта петля состоит из 4 взаимосвязанных этапов – сигнал, желание, реакции и вознаграждение. Вместе эти этапы образуют петлю обратной связи, которую мозг использует для автоматизации поведения. Понимание этого механизма – ключ к формированию новых привычек и избавлению от старых. Давайте начнем с сигнала. Сигнал – это любой триггер, который запускает поведение. Это может быть время суток, ваше эмоциональное состояние, присутствие других людей или действие, которое вы только что совершили. Например, когда загорается экран вашего телефона, это сигнал, который побуждает вас проверить уведомления. Сигнал привлекает ваше внимание и сигнализирует мозгу перейти в режим автопилота. Следующим этапом является желание. Желание – это мотивационная сила, стоящая за каждой привычкой. Вы проверяете телефон не просто потому, что он зазвонил. Вы делаете это, потому что хотите получить информацию, социальную связь или дозу дофамина, которую получаете. Это важно. Вас побуждает не само поведение, а изменение состояния, которое, как вы считаете, оно принесет. Вы не хотите чистить зубы. Вы хотите чувствовать себя комфортно во рту. Вы не просто хотите пробежаться. Вы хотите получить энергию или уверенность, которая дает вам бег. Затем следует реакция, само действие. Именно это мы обычно называем привычкой. То, будете ли вы совершать это действие, зависит от того, насколько вы мотивированы и сколько усилий требуется. Если стимул сильный, а желание непреодолимое, вы, скорее всего, отреагируете, особенно если действие легко выполнить. Наконец, есть награда. Каждое действие заканчивается каким-то вознаграждением, внешним или внутренним. Награда удовлетворяет ваше желание и учит ваш мозг, что этот цикл стоит запомнить. Это укрепляет связь между стимулом и реакцией, делая действие более автоматическим в следующий раз. Мозг любит эффективность, поэтому если действие надежно приводит к награде, ваш мозг будет стараться повторить его, часто без необходимости обдумывать. Понимание этого цикла дает вам огромное преимущество. Вы начинаете понимать, что привычки – это не просто случайные особенности личности, а осознанные процессы, которые можно изменить. Если вы хотите выработать полезную привычку, вы можете усилить каждый элемент цикла. Сделайте стимул очевидным, сделайте желание привлекательным, сделайте реакцию легкой,
сделайте награду приятной. И наоборот, если вы хотите избавиться от вредной привычки, измените эту структуру. Сделайте стимул незаметным. Сделайте желание непривлекательным. Сделайте реакцию сложной. Сделайте награду неприятной. Это схема компас. Она указывает вам направление, когда изменение привычек кажется непосильным, и показывает, что именно нужно изменить. Вместо того, чтобы винить себя в недостатке силы воли, вы начинаете понимать, как ваше окружение, распорядок дня и эмоциональное состояние влияют на ваши действия. И как только вы это поймете, вы сможете это изменить. Система автоматизации мозга или петля привычки – это не просто метафора, а отражение того, как устроен мозг для эффективного использования энергии и обработки информации. Базальные ганглии, скопления нейронов в глубине мозга, играют ключевую роль в формировании привычек. Это как подсознательный менеджер, который хранит рутинные действия и запускает их при необходимости. Когда вы впервые выполняете какое-то действие, ваш мозг усердно работает, анализируя, принимая решение и оценивая его. Но когда вы повторяете это действие и результаты становятся предсказуемыми, часть мозга, отвечающая за принятие решений, префронтальная кора, передает задачу базальным ганглиям. Вот почему вождение кажется утомительным в первый раз, но становится привычным делом после нескольких месяцев практики. Ваш мозг буквально экономит умственную энергию, записывая повторяющиеся действия в автоматические сценарии. Автоматизация – это стратегия выживания. Человеческий мозг потребляет огромное количество энергии, около 20% от ежедневного потребления калорий, несмотря на то, что составляет всего 2% от массы тела. Чтобы справиться с этим, мозг автоматизирует все, что возможно. Чем больше решений он может передать привычке, тем больше энергии он может сохранить для более сложных задач. Вот почему ваш мозг любит рутину. Она требует меньше энергии, уменьшает неопределенность и освобождает ваше внимание для важных дел. Но за эту эффективность приходится платить. Как только привычка закрепится, мозг будет сопротивляться изменениям. Даже если привычка становится вредной или устаревшей, она остается в памяти и готова активироваться при появлении знакомого сигнала. Вот почему так трудно избавиться от вредных привычек. Не потому, что вы слабы, а потому, что ваш мозг делает именно то, для чего он предназначен, повторяет то, что работает. Вот почему маленькие привычки, которые вы регулярно выполняете, оказывают такое сильное влияние на вашу жизнь. Каждое повторение укрепляет нейронные связи, связанные с этим поведением. Представьте, что это тропинка в лесу. Чем больше вы по ней ходите, тем легче и понятнее она становится. В конце концов, это становится привычным маршрутом. В то же время те привычки, которыми вы пренебрегаете, становятся сложнее, их труднее найти. Ваш мозг постоянно укрепляет нейронные связи, основываясь на их использовании. Это значит, что вы не привязаны к своим привычкам. Ваш мозг пластичен, он может меняться. Но он не изменится просто потому, что вы этого хотите. Вы должны тренировать его, повторяя одно и то же действие. Магия привычек в том, что они используют эту систему. Вам не нужно менять свою жизнь за одну ночь. Вам просто нужно начать ходить по новому маршруту, последовательно, терпеливо и с доверием к процессу. Со временем мозг привыкнет. Чтобы понять, какие привычки у вас есть, и научиться их контролировать, сначала нужно их увидеть. Начните с того, что определите, какие привычки уже есть в вашей жизни. Большинство наших привычек мы выполняем неосознанно на автомате. Чтобы их выявить, нужно наблюдать, не осуждая. Станьте любопытным исследователем своего поведения. Один из эффективных инструментов – это карточка привычек. Запишите свой обычный день и перечислите все привычки, которые вы выполняете с момента пробуждения до отхода ко сну. Чистка зубов, проверка телефона, приготовление кофе, просмотр соцсетей, перекус после ужина. Запишите все. Затем отметьте каждую привычку как положительную, отрицательную или нейтральную, в зависимости от того, помогает ли она вам стать тем, кем вы хотите быть. Этот процесс может вас удивить. Вы начнете замечать, сколько действий вы выполняете неосознанно и какие из них незаметно меняют вашу жизнь. Как только вы составите список своих привычек, начните искать их цикличность. Какие сигналы запускают каждое из этих действий? Это время суток? Определенное место? Эмоциональное состояние, например, скука, стресс или возбуждение. Например, каждый раз, когда вы испытываете стресс, вы тянетесь за чем-нибудь сладким.
Стресс – это сигнал. Желание – это облегчение или отвлечение. В ответ вы съедаете что-нибудь сладкое. Наградой становится кратковременное спокойствие или удовольствие. Когда вы определили этот цикл, вы получаете власть над ним. Вы не можете изменить то, чего не видите, но как только вы это увидели, вы можете изменить этот шаблон. Возможно, вы измените реакцию. Когда вы испытываете стресс, вы идете на прогулку, делаете глубокие вдохи или пишете в дневнике в течение 5 минут. Сигнал остается, желание удовлетворяется по-другому и цикл меняется. Еще одно важное наблюдение – это концепция формирования привычек. Для этого нужно определить надежный сигнал в течение дня и использовать его как триггер для нового поведения. Например, если вы всегда чистите зубы по утрам, вы можете добавить к этому новую привычку. После того, как я почищу зубы, я буду медитировать в течение 1 минуты. Это делает новую привычку очевидной и связанной с тем, что уже происходит. Вы не создаете новый цикл с нуля, вы используете уже существующий. Такой подход делает новые привычки менее навязчивыми и более интегрированными в ваш день. Со временем эти привычки создают цепочки положительных действий, которые усиливают друг друга. Ваше утро становится ритуалом, ваш вечер – временем для отдыха, а ваши дни обретают ритм и цель. Но помимо всех этих техник, самое важное – это отношение к своим привычкам. Не ругайте себя за плохие привычки. Не заставляйте себя меняться. Помните, что ваши привычки – это не моральные недостатки. Это решения, которые ваш мозг принимает, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Некоторые из этих решений оказываются устаревшими, неэффективными или вредными. Ваша задача не в том, чтобы наказывать себя за старые привычки, а в том, чтобы заменить их на более полезные. Для этого нужно осознать свои привычки. Отслеживайте стимулы. Понимание, почему вы испытываете желание, реакция на стимул и осознание награды. Каждое новое понимание приближает вас к той жизни, которую вы хотите вести, потому что когда вы знаете свои привычки, вы можете осознанно их менять. А жизнь, построенная на осознанных привычках, это жизнь, которую вы сами выбрали, а не та, что была дана вам по умолчанию. Глава 4. Сделайте свои привычки очевидными. Есть причина, по которой многие привычки работают на автопилоте. Это не потому, что нам не хватает силы воли или контроля, а потому, что большинство привычек незаметны. Они действуют на подсознательном уровне, управляя нашим поведением как невидимые течения. Если вы хотите изменить свои привычки, первый и самый важный шаг – сделать их видимыми. Вы не можете изменить то, чего не замечаете. Осознание – это искра, которая освещает путь к переменам. Без него вы блуждаете в темноте, повторяя одни и те же действия, не понимая почему. Но когда включается свет, все меняется. Вы начинаете видеть свои привычки, триггеры, мелкие детали, которые раньше ускользали от вашего внимания. Осознание – это противоядие от бессознательной жизни. Большинство людей проводят свой день, реагируя на окружающую обстановку. Они проверяют телефон, когда им скучно, перекусывают, когда нервничают, бесконечно листают ленту, когда устали. Не потому, что они сознательно приняли такое решение, а потому, что они приучили себя реагировать на внешние раздражители, не задумываясь. Правда в том, что ваши привычки формируются не вашими намерениями, а тем, что вы воспринимаете органами чувств, звуками, запахами, пространством. Ваш мозг постоянно ищет сигналы и ассоциации. Яркий свет экрана сигнализирует о том, что пришло время развлечений. Запах кофе – о том, что наступило утро. Ваш телефон на тумбочке – о том, что пора ложиться спать. Эти сигналы, когда вы их осознаете, незаметно управляют вашими действиями. Вот почему изменение ваших привычек начинается с осознания их. Одно из самых простых и эффективных упражнений для этого – ведение списка привычек. Вот как это работает. Выберите обычный день и запишите все привычки, которым вы следуете с момента пробуждения до отхода ко сну. Не критикуйте, не осуждайте, просто наблюдайте. Проснулся, нажал кнопку повтора, проверил телефон, встал с кровати, почистил зубы, выпил воды, сварил кофе, посмотрел новости, принял душ. Теперь рядом с каждым действием поставьте пометку «плюс положительное», «минус отрицательное» или «нейтральное». Это не вопрос морали, это вопрос соответствия. Помогает ли эта привычка вам стать тем, кем вы хотите быть? Это единственный вопрос, который имеет значение. Со временем этот процесс научит ваш мозг распознавать привычки в реальном времени.
Туман начинает рассеиваться, и вы наконец видите, как они формируются. После этого изменения становятся возможными. Сигналы привычек и окружающая среда, ваше окружение незаметно влияет на ваше поведение. Нам нравится думать, что мы действуем по своей воле, но большую часть времени нами управляют внешние факторы. Каждый предмет, звук и пространство посылают сигналы, некоторые едва уловимые, некоторые громкие. И эти сигналы становятся триггерами, которые запускают ваши привычки. Диван сигнализирует об отдыхе, кухня о еде, офис о продуктивности. Когда ваше окружение захламлено или хаотично, ваши привычки часто следуют его примеру. Но когда ваше пространство продумано, ваши привычки становятся более упорядоченными. Ключ к переменам – научиться создавать пространство, в котором хорошие сигналы будут очевидны, а плохие – незаметны. Давайте рассмотрим распространенный пример – перекусы. Если вы оставляете чипсы на столе, то съедаете их не потому, что вы особенно голодны или у вас нет силы воли, а потому, что они на виду. Видимость побуждает к действию. С другой стороны, если вы положите фрукты на стол, а чипсы уберете в шкаф, то стимул изменится, и ваше поведение тоже. Этот принцип называется подготовительный стимул. Вы меняете свое окружение, чтобы сделать стимул для формирования хорошей привычки очевидным и доступным. Это как если бы вы поставили гитару в центр комнаты, если хотите заниматься каждый день, или разложили одежду для тренировки вечером, чтобы утром было легче пойти на пробежку. Каждый видимый предмет становится подсказкой для поведения, которое вы хотите закрепить. Поэтому изменение привычек зависит не только от мотивации. Это зависит от окружения. Вы не можете полагаться на силу воли вечно. Мотивация быстро проходит, а окружение всегда рядом. Когда вы заходите в комнату, ваше поведение часто соответствует тому, что вас там ждет. Если ваш телефон – это первое, что вы видите на столе, то, скорее всего, вы первым делом будете проверять уведомления. Но если вместо этого там лежит блокнот, то вы будете больше размышлять. Незначительные изменения в том, что вы видите, могут привести к значительным изменениям в том, что вы делаете. В этом гениальность дизайна окружения. Он устраняет препятствия не тем, что заставляет вас делать больше, а тем, что предлагает вам меньше делать того, что вам не нужно, и больше того, что нужно. Легко, последовательно и без усталости от принятия решений. Та же логика применима и к цифровой среде. Если вы хотите больше читать, установите приложение для чтения на главном экране и спрячьте социальные сети в папку. Если вы хотите больше писать, создайте минималистичное рабочее пространство с меньшим количеством вкладок и без отвлекающих факторов. Ваши экраны – это тоже пространство, и их расположение имеет значение. Используйте правильные цифровые настройки по умолчанию. Чем больше внимания вы уделяете своему пространству, как физическому, так и виртуальному, тем естественнее будут проявляться ваши желаемые привычки. Не боритесь со своим окружением, формируйте его. Пусть ваше окружение нашептывает вам напоминания о том, кем вы хотите стать. Узнайте, как использовать накопление привычек и дизайн для достижения успеха. Как только вы осознаете свои привычки и начнете формировать свое окружение таким образом, чтобы хорошие сигналы были очевидны, следующий шаг – привязать новые привычки к существующему распорядку дня. Именно здесь формирование привычек становится вашей сверхспособностью. Идея проста, но действенна. Свяжи новую привычку с уже существующей. Используя формулу типа «после текущей привычки я создам новую привычку». Это работает, потому что твой мозг уже распознает сигнал и автоматически выполняет существующую привычку. Привязывая новое поведение к тому же сигналу, ты подключаешься к уже существующему нейронному пути. Например, после того, как я налью себе утренний кофе, я запишу 3 вещи, за которые я благодарен. Или после того, как я почищу зубы, я буду медитировать в течение 1 минуты. Этот метод избавляет от трудностей, связанных с поиском времени или места для внедрения новой привычки. Вместо этого вы используете то, что уже есть. Но истинная магия накопления привычек заключается в их гибкости. Ты можешь адаптировать их к своему ритму, образу жизни и целям. Родители могут уделить немного времени осознанности после того, как соберут обед для своего ребенка. Профессионал может растянуть время на 5 минут после каждого звонка Zoom. Вся прелесть в том, чтобы создать пару. Когда вы соединяете новую привычку с уже имеющимся якорем, вы создаете ритуал. А ритуалы с большей вероятностью закрепятся, чем случайное поведение. Они кажутся естественными, интегрированными и приносящими удовлетворение. Со временем эти микропривычки превращаются в ключевые, те, которые запускают целый каскад других положительных действий.
Одна привычка порождает другую, и ваши дни становятся более упорядоченными и осмысленными. Но даже при формировании привычек важно, чтобы они были продуманы. Сделайте так, чтобы сигнал к новой привычке был максимально очевидным. Хотите начать вести дневник? Оставляйте блокнот на тумбочке, чтобы он напоминал вам о необходимости писать перед сном. Хотите начать читать каждый день? Положите книгу на клавиатуру или пульт. Цель не в том, чтобы заставить себя вспомнить. Цель в том, чтобы сделать это ненужным. Чем более наглядным, пространственным или чувственным будет сигнал, тем сильнее он будет вас мотивировать. Вы работаете с естественным устройством мозга, не противясь ему. Каждый сигнал становится вашим молчаливым помощником, мягко направляя ваше внимание и действия. И когда вы все делаете правильно, ваши привычки перестают быть просто задачами и становятся естественным ритмом вашей жизни. Давайте сделаем еще один шаг. Сделайте свое пространство отражением того, кем вы хотите стать. Если вы хотите быть более креативным, создайте уголок для письма или рисования, где нет беспорядка и много вдохновения. Если вы хотите больше двигаться, положите коврик для йоги в угол спальни, а не прячьте его в шкаф. Каждый элемент вашего окружения может отражать вашу личность и прогресс. В этом суть. Сделайте важные сигналы очевидными, продуманными и вдохновляющими. Потому что, когда вы видите, что все хорошо, вы делаете все хорошо. Когда ваше пространство соответствует вашим ценностям, ваши действия следуют за ними. Изменение привычек становится не просто возможным, а неизбежным. В 5 главе говорится, что в основе каждой привычки лежит эмоциональная составляющая. Перед первым действием, перед повторением и даже перед самой мыслью возникает ощущение, которое тянет нас вперед. Часто это ощущение путают с мотивацией, но на самом деле оно связано с биологией. Это дофамин. Этот нейромедиатор, который часто ассоциируется с удовольствием, на самом деле связан с предвкушением. Это химическое вещество, которое вызывает желание, а не обязательно удовольствие. Когда мозг чувствует сигнал, обещающий награду, уровень дофамина повышается, активируя нейронные пути, которые подталкивают нас к действию. В этом секрет формирования привычки. Она должна приносить удовольствие еще до того, как вы начнете ее выполнять. Если привычка кажется вам рутиной, вы будете ее избегать. Но если она приносит удовольствие, возбуждает или даже соблазняет, ваш мозг начнет искать способы ее повторения. Вы не просто будете следовать привычке, вы будете ее желать. Это желание – ключ к успеху. Именно оно заставляет курильщика потянуться за сигаретой еще до того, как он осознает, что нервничает. Именно оно заставляет вашу руку тянуться к телефону, как только вы слышите звук уведомления. Эти действия происходят не потому, что они приносят глубокое удовольствие, а потому, что ваш мозг научился предвкушать награду. И это предвкушение вызывает зависимость. На самом деле исследования показали, что уровень дофамина повышается не тогда, когда мы получаем награду, а когда ожидаем ее. Предвкушение удовольствия – вот что нас затягивает. Это значит, что если мы хотим выработать хорошие привычки, нам нужно сделать само предвкушение привлекательным. Чем больше мы связываем наши привычки с положительными ожиданиями, тем сильнее они становятся. Итак, как нам это применить? Во-первых, измените свое отношение к привычке. Если вы считаете, что физические упражнения – это мучение, вы будете их избегать. Но если вы будете воспринимать их как способ обрести свободу, энергию или уверенность, они станут для вас привлекательными. Это изменение происходит не случайно, а намеренно. Используйте мысленные ассоциации в своих интересах. Смотрите на ведение дневника не как на обязанность, а как на заботу о себе. Смотрите на готовку не как на рутину, а как на искусство или подарок своему здоровью. То, что вы говорите себе о своих привычках, определяет, будете ли вы их придерживаться или откажетесь от них. И когда вы начнете ассоциировать свои привычки с удовольствием, ваш мозг естественным образом будет склоняться к ним. Вы начнете стремиться к тому, что полезно для вас, и тогда начнутся настоящие изменения. Чтобы изменить привычки и сделать их привлекательными, нужно не просто изменить поведение. Нужно изменить эмоциональное восприятие, связанное с ними. Здесь на помощь приходит рефрейминг, когнитивная техника, которая превращает обязательство в возможность. Вместо того, чтобы говорить «я должен сегодня написать»,
скажите «я могу исследовать свои идеи». Вместо того, чтобы думать «я должен есть здоровую пищу», скажите «я выбираю еду, которая заряжает меня энергией». Это не просто красивые слова, это нейролингвистическое программирование в действии. Слова, которые вы используете, формируют ваш эмоциональный фон, а ваши эмоции формируют ваши привычки. Когда вы воспринимаете привычку как то, что вы хотите, а не то, что вы должны делать, сопротивление ослабевает, а мотивация усиливается. Вы перестаете бороться с привычкой и начинаете ей следовать. Но даже самая лучшая ментальная трансформация может нуждаться в небольшой помощи. Вот тут-то и пригодится связывание привычек. Идея в том, чтобы связать привычку, которую вам нужно делать, с привычкой, которую вы хотите делать. Например, вы можете слушать свой любимый подкаст только во время пробежки или позволять себе выпить кофе только во время чтения художественной литературы. Этот метод работает, потому что он связывает предвкушение удовольствия, вызванное дофамином, с поведением, которое вы хотите закрепить. Ваш мозг начинает предвкушать привычку, потому что она связана с тем, что вам нравится. Со временем предвкушение становится частью самого действия, и привычка становится более желанной. Настоящая сила метода соблазнения заключается в его персонализации. Он не предполагает слепого следования чужим советам. Он помогает понять, что именно доставляет вам удовольствие, и использовать это в своих целях. Если вы любите музыку, включите свой любимый плейлист во время уборки. Если вы геймер, вознаградите себя за учебу 30-минутной игрой. Стратегически размещая удовольствие после дисциплины, вы создаете нейронный мост, который делает путь к хорошим привычкам не только легче, но и приятнее. А удовольствие недооценивают. Нас приучили верить, что успех требует усилий, но на самом деле устойчивый успех приходит, когда мы находим способы наслаждаться процессом. Когда привычка становится наградой сама по себе, вам больше не нужно прикладывать усилия. Вас ведет вперед удовольствие, а не чувство вины. Используйте социальное влияние в своих интересах. Люди очень социальные существа. Задолго до того, как мы начали жить в городах и печатать на клавиатуре, мы жили в племенах. Принадлежность к племени была не роскошью, а вопросом жизни и смерти. И эта эволюционная особенность до сих пор присутствует в нашем мозге. Мы не просто перенимаем привычки, руководствуясь логикой, мы перенимаем их, потому что это нормально для нашей группы. Если ваши друзья выпивают каждые выходные, скорее всего, вы тоже будете это делать. Если ваши коллеги одержимы инструментами для повышения продуктивности, вы, вероятно, начнете их изучать. Мы подражаем окружающим не из слабости, а из глубокой потребности быть частью чего-то. Понимание этого дает нам мощный инструмент для изменений. Когда мы общаемся с людьми, которые воплощают в себе те привычки, которые мы хотим приобрести, мы автоматически начинаем им подражать. Вот почему окружение – это не только физическая среда. Это еще и социальная среда. Люди, с которыми вы проводите время, влияют на ваше поведение больше, чем вы думаете. Если вы хотите выработать полезные привычки, начните с анализа своего круга общения. Кто вас вдохновляет? Кто вас выматывает? Кто поощряет лень? А кто поощряет достижения? Дело не в том, чтобы разорвать отношения с этими людьми. Дело в том, чтобы выбирать окружение. Проводите больше времени с теми, кто живет так, как вы хотите жить. Вступайте в сообщество онлайн или офлайн, где ваше желаемое поведение не только приветствуется, но и поощряется. Хотите писать? Вступите в писательский клуб. Хотите питаться более здоровой пищей? Общайтесь с людьми, которые уделяют внимание своему здоровью. Погружение в среду ведет к изменениям. Когда люди вокруг вас ценят те же привычки, которые вы пытаетесь выработать, эти привычки становятся частью вашей личности не потому, что вы пытаетесь вписаться в общество, а потому, что вы уже в нем. Даже незначительное влияние правильных людей может подтолкнуть вас к изменению привычек. Если вы будете смотреть, как блогер готовит еду раз в неделю, это может побудить вас навести порядок на кухне. Если друг напишет о своей утренней медитации, это может вдохновить вас попробовать то же самое. В этом сила культурного магнетизма. Мы всегда оглядываемся вокруг и спрашиваем себя, что делают все остальные. Если вы не выбираете культуру, в которой хотите жить, эта культура выберет вас, и она может не соответствовать вашим целям. Так что будьте активны. Окружите себя образцами для подражания. Следите за людьми, чьи ценности соответствуют вашим стремлениям. Вместе радуйтесь успехам. Создавайте систему контроля не только с помощью силы воли, но и с помощью общения. Привычки процветают в обществе.
Когда тебя окружают люди, которые делают что-то легко и непринужденно, ты чувствуешь, что меняешься не для того, чтобы стать кем-то другим, а для того, чтобы выразить себя. Ты не пытаешься стать кем-то новым. Ты просто становишься тем, кем ты уже являешься, но в другом окружении. Глава 6. Закон наименьшего усилия в человеческом поведении. Каждый организм в природе, включая человека, стремится экономить энергию. Это не просто принцип выживания, это инстинкт, заложенный в нашей биологии. Наш мозг постоянно оценивает ситуации, чтобы выбрать путь наименьшего сопротивления, ищет способы достичь желаемого результата, затрачивая при этом как можно меньше энергии. В дикой природе это эволюционное преимущество помогало нам выживать. В современной жизни этот принцип все еще играет важную роль, но в более сложных ситуациях. Подумайте о том, какой выбор вы делаете каждый день. Если вам предлагают два варианта, один из которых немного проще, вы, скорее всего, выберете более легкий путь, даже не задумываясь. Вы не выбираете лучший вариант, вы выбираете более простой. То же самое относится и к привычкам. Если вам кажется, что вырабатывать хорошую привычку сложно, ваш мозг будет сопротивляться. Но если это кажется вам легким или почти легким, вы с большей вероятностью добьетесь успеха. Это естественная склонность к простоте, не слабость, а компас. Вместо того, чтобы бороться с этим, мудрый подход – создать окружение и распорядок дня, которые будут соответствовать этому. Делать что-то легко не значит быть ленивым. Это значит быть стратегичным. Это значит понимать, что успех приходит не от того, что ты стараешься изо всех сил, а от того, что ты устраняешь препятствия. Возьмем, к примеру, чтение. Если ваша цель – прочитать больше книг, но ваша полка с книгами стоит в пыльном углу, а телефон всегда у вас в руках, то, скорее всего, вы будете пользоваться экраном. Но если вы положите книгу на подушку или на поднос с утренним кофе, то вам будет сложнее отвлечься и легче начать читать. Любая привычка, которую вы хотите выработать, становится гораздо более вероятной, если начать с простого. Небольшие изменения, например, положить коврик для йоги в центре комнаты, разложить спортивную одежду вечером перед тренировкой, заранее нарезать овощи в воскресенье. Это поможет начать без лишних усилий. А в сфере привычек самое главное – начать. Закон наименьшего усилия также объясняет, почему плохие привычки так легко укореняются. Чтобы пролистать ленту, посмотреть сериал или перекусить, не нужно прикладывать усилий. Эти действия доступны мгновенно и приносят быстрое удовлетворение. И дело не в том, что мы несовершенны. Просто эти действия созданы для того, чтобы быть простыми. Поэтому нужно изменить принцип действия. Сделать хорошие привычки проще, чем плохие. Вместо того, чтобы бороться с искушением силой воли, измените свое окружение так, чтобы правильный выбор был естественным. Самый простой путь должен вести туда, куда вы хотите попасть. Когда это произойдет, привычки станут автоматическими, не потому что вы дисциплинированы, а потому что вы настроили себя на успех. Уменьшение препятствий и сила двухминутного правила. Один из самых распространенных мифов о формировании привычек заключается в том, что для успеха нужны масштабные действия. Мы представляем себе трансформацию как результат интенсивной работы, грандиозных жестов или полной самоотдачи. Но на самом деле привычки формируются не за счет интенсивности, а за счет постоянства. А постоянство рождается из простоты. Чем меньше шагов между вами и вашей привычкой, тем больше шансов, что вы ее выполните. В этом и заключается суть сопротивления. Каждый дополнительный шаг, будь то поиск кроссовок, открытие приложения или составление расписания, добавляет сопротивление. Это сопротивление, хоть и небольшое, накапливается. И в конечном итоге оно снижает вашу мотивацию. Ваш мозг начинает воспринимать привычку не как быстрое действие, а как обременительную рутину. Со временем это восприятие становится реальностью. Вот почему уменьшение сопротивления – это, пожалуй, самая недооцененная стратегия в поведенческом дизайне. Небольшие изменения в вашей системе могут привести к значительному повышению эффективности. Например, если вы хотите питаться правильно, вам не нужно в одночасье менять свой рацион. Просто начните заранее мыть и нарезать фрукты и овощи, положите их в прозрачные контейнеры на уровне глаз в холодильнике. Уберите чипсы со стола и замените их вазой с апельсинами. Эти небольшие изменения сделают здоровый выбор не только доступным, но и очевидным и простым.
Точно так же, если вы хотите чаще играть на гитаре, держите ее на подставке в гостиной, а не прячьте в чехле. Видимость уменьшает сопротивление. Доступность уменьшает сопротивление. Подготовка уменьшает сопротивление. И когда сопротивление снижается, действие становится легче. Один из самых эффективных способов использовать эту истину – правило 2 минут. Оно простое. Любая привычка, которую вы пытаетесь выработать, должна занимать не более 2 минут, чтобы начать, а не завершить. Начните. Идея в том, чтобы уменьшить психологический барьер, сократив объем обязательств. Хотите начать медитировать? Просто сядьте на подушку и подышите 2 минуты. Хотите вести дневник каждый вечер? Начните с одного предложения. Хотите привести себя в форму? Наденьте кроссовки и пройдитесь вокруг дома. Эти действия могут показаться незначительными, но они невероятно эффективны. Они посылают сигнал вашему мозгу, что привычка не представляет опасности, что ее можно выполнить и что это легко. Как только вы начинаете, включается инерция. Начало влечет за собой продолжение. Со временем эти небольшие действия естественным образом перерастают в более длительные и значимые поступки. Но прелесть 2-минутного правила в том, что оно не требует результата. Сам факт начала становится успехом. Если стратегия заключается в том, чтобы уменьшить сопротивление, автоматизация – это лучший способ. Как только привычка становится автоматической, она больше не требует силы воли, не отнимает время на принятие решений и не вызывает внутреннего сопротивления. Она просто становится частью вас. Автоматизация может принимать разные формы. Это может быть технологическая автоматизация, когда вы используете приложение для отслеживания прогресса, напоминания о необходимости выполнить какое-то действие, или подписку на доставку здоровой еды или занятия в спортзале. Это может быть процедурная автоматизация, выполнение одного и того же действия каждый день в одно и то же время, установление четкого распорядка дня или выполнение задач партиями для уменьшения умственной нагрузки. Но самая эффективная форма автоматизации – это окружающая среда. Когда ваше окружение оптимизировано для ваших привычек, изменение поведения становится почти неизбежным. Подумайте о своей цифровой среде. Если ваш телефон отвлекает вас, уберите его в другую комнату, когда работаете. Используйте блокировщики приложений, чтобы полностью исключить принятие решений. Ваше физическое пространство тоже влияет. Хотите больше писать? Создайте уголок для письма, который всегда будет под рукой. Хотите заниматься спортом каждый день? Положите коврик рядом с кроватью. Окружение не просто поддерживает ваше поведение, оно формирует его. На самом деле исследования показывают, что контекст часто сильнее влияет на поведение, чем намерение. Вы можете хотеть заниматься спортом каждое утро, но если ваша одежда сложена в шкафу, а будильник – это ваш телефон, полный уведомлений, ваши благие намерения не выдержат шума окружающей среды. И наоборот, если пространство вокруг вас аккуратно организовано и оптимизировано, это устраняет препятствия, побуждает к действию и укрепляет вашу индивидуальность. Когда вы начинаете создавать свою среду обитания, ориентируясь на свои привычки, а не на окружающую среду, вы получаете контроль над своими действиями. Вам больше не нужно помнить о том, что нужно делать. Это становится привычкой. Вам больше не нужно полагаться на настроение или мотивацию. Это становится неважным. Окружающая обстановка направляет вас, подсказывает вам и поддерживает вас. Прелесть автоматизации в том, что она не похожа на дисциплину. Она похожа на легкость. Когда вы чистите зубы, закрываете дверь или моете руки, вы не раздумываете, нужно это делать или нет. Вы просто делаете. Это цель любой полезной привычки – стать такой же легкой и автоматической, как то, что вы уже делаете каждый день. И достичь этого можно не с помощью силы воли, а с помощью продуманного и осознанного дизайна. Чем проще вам будет выполнять эту привычку, тем меньше сопротивления вы будете испытывать и тем более неотразимым станете. Глава 7. Сделайте это приятным. Почему немедленное вознаграждение важно в мире, где все больше внимания уделяется долгосрочным целям и отсроченному удовлетворению? Мы часто забываем, что человеческое поведение все еще определяется примитивными механизмами. Наши предки не строили пятилетних планов и не следили за своим питанием. Они реагировали на угрозы, использовали возможности и стремились к немедленному вознаграждению для выживания. Хотя сейчас мы живем в мире изобилия, эта древняя схема по-прежнему управляет нашим принятием решений.
И когда дело доходит до формирования привычек, эта истина открывает нам глаза на многое. Если какое-то действие не приносит удовольствия в данный момент, ваш мозг будет сопротивляться его повторению. Вот почему удовлетворение, которое вы испытываете сразу после действия, это не роскошь, это необходимость. Это сигнал вашему мозгу, что это действие стоит запомнить. Без вознаграждения даже самая полезная привычка становится забытой, обременительной или легко игнорируемой. Разрыв между современными целями и первобытными инстинктами наиболее очевиден в тех привычках, которые нам трудно поддерживать. Копить деньги, заниматься спортом, правильно питаться, учиться – все это действия, которые приносят отдачу, но не сразу. Сравните это с проверкой социальных сетей, перекусами или откладыванием дел на потом. Все это приносит мгновенное удовольствие, но часто вредит в долгосрочной перспективе. Мозг, предпочитающий мгновенное вознаграждение, всегда будет склоняться к последнему варианту, если мы сознательно не изменим ситуацию. Ключ к этому прост, но важен. Сделайте так, чтобы хорошие привычки приносили удовольствие прямо сейчас, а не потом. Когда вы заканчиваете тренировку любимым смузи, отмечаете достижения в писательстве короткой прогулкой на солнце или отслеживаете свой прогресс и видите, что вы последовательны, вы создаете эмоциональный мост между усилием и вознаграждением. Этот мост превращает обязанность в желание, повторение в награду. И удовлетворение не всегда должно быть связано с большой победой. Оно может быть таким же незаметным, как выброс дофамина после выполнения задачи. Приятное тепло от отметки в календаре привычек или гордость, которую вы испытываете, когда размышляете о том, насколько вы соответствуете своим ценностям. Эти микронаграды не просто приятны, они меняют ваш мозг. Каждое успешное повторение укрепляет нейронные связи, связанные с этой привычкой, укрепляя ее как хорошо протоптанную тропу в лесу. Со временем то, что раньше было усилием, становится естественным продолжением вас, не потому что задача стала легче, а потому что награда стала яснее и ближе. Отслеживание привычек и визуальное подкрепление. Если удовлетворение – это топливо, которое поддерживает привычки, то отслеживание привычек – это механизм, который обеспечивает его предсказуемо и ощутимо. В визуальном прогрессе есть что-то первобытное. Когда вы видите, что ваши усилия отражаются в календаре, приложении или списке, это вызывает психологическое вознаграждение, которое часто бывает даже важнее, чем само достижение. Это говорит вам: смотри, ты это сделал. Ты становишься тем, кем хотел стать. Эта видимая обратная связь не просто отражение прогресса, она становится частью самой привычки. Чем больше вы отмечаете свои успехи, тем больше вы заинтересованы в сохранении этой привычки. То, что начиналось как простая галочка, становится символом, и этот символ мотивирует вас на дальнейшие действия так, как не может мотивировать одна только цель. Отслеживание превращает абстрактное усилие в конкретное доказательство. Без этого наш мозг склонен недооценивать, как далеко мы продвинулись. Одна пропущенная тренировка может показаться неудачей, хотя на самом деле это всего лишь одна точка в общей картине. Но когда у вас есть визуальное подтверждение 20 дней подряд, эта единственная ошибка смягчается контекстом. Трекер говорит: у тебя все отлично. Продолжайте в том же духе. Это заглушает голос разочарования и усиливает голос прогресса. Вот почему отслеживание привычек, хоть и простое, может быть очень эффективным. Дело не в совершенстве. Дело в доказательствах. Это дает вашему мозгу что-то осязаемое, чтобы он мог понять, что ваши усилия окупаются и что вы способны быть последовательным. А инструменты для отслеживания почти безграничны. Вы можете использовать цифровые приложения, блокноты, настенные календари или даже простые таблицы. Метод не так важен, как его смысл. Отслеживание превращает вашу привычку в игру, стремление, историю. Оно создает стимулы, пусть даже небольшие, и поддерживает вашу мотивацию день за днем. Эта привычка становится священной не потому, что она важна, а потому, что за ней стоит личность. Вы не хотите прерывать эту цепочку, потому что это будет означать, что вы отказываетесь от того, кем становитесь. И когда ваша самоидентификация под угрозой, отслеживание привычек превращается из банальной задачи в мощного союзника.
Создание ритуалов и поощрение – один из самых недооцененных инструментов в формировании привычек. Это намеренное создание ритуалов, небольших последовательных действий, которые наполняют ваши привычки смыслом, намерением и удовольствием. Ритуал – это не просто действие. Это контейнер, который содержит эмоции и идентичность. Это разница между тем, чтобы чистить зубы по обязанности и заканчивать день священным ритуалом расслабления. Ритуалы превращают привычки из механического действия в моменты связи с самим собой, своими ценностями и жизнью, которой вы хотите жить. Они сообщают вашему мозгу, что вот-вот произойдет что-то важное, и эта значимость делает привычку не только легче повторяемой, но и приятнее для поддержания. Ритуалы наиболее эффективны в сочетании с положительным подкреплением. Вспомните, как собака учится сидеть не из-за объяснений, а из-за немедленного угощения. Люди ничем не отличаются. Мы реагируем на похвалу, удовольствие и позитив. Когда вы сочетаете привычку с подкрепляющим результатом, вы удваиваете ее привлекательность. Холодный душ, за которым следует теплый напиток, учеба, за которой следует расслабляющая музыка, уборка в комнате, за которой следует зажжение любимой свечи. Эти моменты могут показаться незначительными, но они приносят удовлетворение. Они сообщают вашему мозгу, что это стоит повторить. И в конечном счете то, что вознаграждается, повторяется. Но подкрепление – это не только физические награды. Эмоциональное подкрепление также эффективно, если не больше. После успешного внедрения привычки найдите минутку, чтобы отметить свои усилия. Скажите себе: «Я горжусь этим». Поделись своими успехами с другом, который поддерживает тебя. Поразмышляй о том прогрессе, которого ты достиг. Эти маленькие благодарности усиливаются, и со временем они перестраивают твой внутренний диалог. Ты перестаешь воспринимать привычки как рутинную работу и начинаешь воспринимать их как проявление самоуважения. Ты начинаешь чувствовать себя хорошо не только от того, что ты сделал, но и от того, кем ты становишься. И когда происходит этот эмоциональный сдвиг, привычка не просто закрепляется, она развивается. Она становится частью твоей личности, частью твоего ритма и частью архитектуры твоей жизни. Самые успешные привычки – это те, которые приятно выполнять не только после, но и во время и сразу после них. Внедряя свои привычки в ритуалы, визуально отслеживая свой прогресс и используя постоянное подкрепление, вы изменяете свой опыт с дисциплины на желание. Вы создаете жизнь, в которой правильные поступки – это не вопрос стискивания зубов, а вопрос празднования вашего роста. Глава 8. Избавление от вредных привычек. Выявление и устранение признаков. Первым шагом в избавлении от вредной привычки является распознавание ее признаков. Привычки не существуют в вакууме. Они запускаются чем-то в нашем окружении, определенным чувством, временем суток или даже присутствием определенных людей. На самом деле самые мощные сигналы часто действуют подсознательно, скрываясь на заднем плане нашей повседневной рутины, незаметные, но постоянно присутствующие. Чтобы избавиться от вредной привычки, сначала нужно сделать сигнал видимым. Без осознания того, что вызывает нежелательное поведение, вы обречены повторять его. Начните с отслеживания того, когда возникает привычка. Который час? Что ты делаешь? С кем ты сейчас? Обрати внимание на чувства или мысли, которые сопровождают твое поведение. Вам скучно, у вас стресс, вы одиноки или устали. Эти знания откроют скрытые механизмы, которые приводят в движение колеса вашей вредной привычки. Возьмем, к примеру, распространенную привычку хвататься за телефон, как только вы просыпаетесь. Причина не в самом телефоне. Это чувство сонливости, желание отвлечься или желание проверить свои сообщения. Если ты хочешь избавиться от этой привычки, первый шаг – определить эти сигналы. Ты должен прервать привычный цикл в самом начале. Возможно, перенося телефон в другую комнату перед сном или используя вместо него аналоговый будильник, ты избавишься от этих сигналов. Сила отказа от вредных привычек заключается не в сопротивлении искушению, а в том, чтобы полностью избавиться от него. Чем больше вы сможете избавиться от внешних или эмоциональных сигналов, которые приводят к нежелательному поведению, тем легче будет разорвать связь между стимулом и реакцией. Но устранить сигналы не всегда так просто.
Привычки часто глубоко укоренились, и сигналы могут быть не такими очевидными, как телефон, стоящий рядом с вашей кроватью. Это может быть определенное время суток, когда вы всегда тянетесь перекусить, определенная группа друзей, которые влияют на ваше поведение, или определенное место, которое напоминает вам о прошлом привычке. Эти едва уловимые сигналы подобны теням, которые постоянно следуют за тобой. Чтобы противостоять им, тебе нужно сознательно изменить свое окружение. Изменение окружения не только устраняет физические сигналы, но и изменяет твое мышление, делая старые привычки менее доступными. Создавая пространство, способствующее позитивному поведению, и устраняя те, которые поощряют плохое, ты меняешь ландшафт своей повседневной жизни. Ключевым моментом здесь является осознанность. Как только ты поймешь, что движет твоими вредными привычками, у тебя появится возможность устранить или заменить эти триггеры. Как только вы определили и устранили триггеры, вызывающие плохую привычку, следующий шаг к избавлению от нее – сделать ее непривлекательной. Плохие привычки сохраняются, потому что они удовлетворяют какую-то потребность, будь то временное бегство от стресса, эмоциональное утешение или быстрое получение удовольствия. Чтобы освободиться от них, нужно переосмыслить привычку и посмотреть на нее с точки зрения негативных последствий. Цель не в том, чтобы просто перестать делать это, а в том, чтобы сделать это отталкивающим, создать эмоциональную и психологическую дистанцию между вами и этим поведением. Этот процесс переосмысления плохой привычки как чего-то нежелательного можно осуществить, связав ее с негативными чувствами. Например, если вы хотите бросить курить, вы можете напомнить себе о вреде для здоровья, стоимости сигарет или о том, как вы чувствуете себя после курения, задыхаетесь и устаете. Эти ассоциации делают курение менее привлекательным, постепенно ослабляя тягу к нему. Но одних мыслей о негативе может быть недостаточно. Чтобы по-настоящему изменить привлекательность плохой привычки, полезно представить последствия своего поведения в ярких деталях. Представьте, как будет выглядеть ваша жизнь через год, 5 или 10 лет, если вы продолжите идти по этому пути. Приблизит ли это вас к вашим целям? Или наоборот, будет вас сдерживать? Когда вы связываете плохую привычку с неприятным будущим, желание заниматься ею начинает ослабевать. На более практическом уровне силу визуализации можно усилить с помощью инструментов самоконтроля. Стратегий, которые создают негативные последствия, если вы продолжаете следовать этой привычке. Это может быть что-то простое, например, отдавать другу деньги за каждую выкуренную сигарету или жертвовать на благотворительность каждый раз, когда вы переедаете. Эти методы самоконтроля создают дополнительное давление, из-за чего привычка кажется не только непривлекательной, но и социально и личностно затратной. Чем больше негативных эмоций вы связываете с вашей вредной привычкой, будь то личные размышления, внешние факторы или последствия, тем легче вам будет сопротивляться ей. Чтобы избавиться от вредной привычки, самый эффективный способ не просто перестать ей следовать, а заменить ее на более полезную. Часто вредные привычки процветают, потому что они удовлетворяют какую-то глубинную потребность, будь то снятие стресса, скука или чувство выполненного долга. Проблема не только в том, чтобы перестать делать что-то нежелательное, но и в том, чтобы найти новую привычку, которая будет приносить такое же удовольствие. Если вы просто попытаетесь избавиться от вредной привычки, не заполнив пустоту, вы рискуете вернуться к старым шаблонам. Но если вы замените ее на более позитивную альтернативу, процесс формирования привычки станет более плавным, а шансы на успех возрастут в геометрической прогрессии. Для начала определите, какую потребность удовлетворяет ваша вредная привычка. Вы тянетесь к сладкому, потому что испытываете стресс? Замените это более здоровым способом справиться с ситуацией, например, 5-минутной дыхательной гимнастикой, быстрой прогулкой или даже чашкой травяного чая. Главное, чтобы замена была такой же простой и доступной, как и сама вредная привычка. Если вы пытаетесь избавиться от привычки бездумно листать соцсети, замените ее чем-то, что приносит вам удовлетворение. Например, чтением книги, ведением дневника или прослушиванием подкаста. Чем больше вы будете заниматься новой привычкой, тем больше ваш мозг будет ассоциировать ее с той же наградой, которую раньше давала вредная привычка. Со временем новое поведение станет таким же привычным, если не более привычным, чем старое. Во многих случаях недостаточно просто заменить привычку на более полезную.
Нужно, чтобы новое поведение приносило удовольствие. Вот почему так эффективно сочетать новую привычку с тем, что вам уже нравится. Например, если вы хотите заменить поздний перекус чем-то более полезным, можно совместить его с тем, что вам нравится, например, посмотреть любимое шоу во время растяжки или медитации. Это сочетание сразу же приносит удовольствие, и новая привычка закрепляется. Точно так же, если вы пытаетесь избавиться от привычки откладывать дела на потом. Попробуйте совместить неприятную задачу с небольшим поощрением, например, кусочком шоколада или коротким перерывом. Заменяя негативную привычку на позитивную и приятную, вы делаете переход плавным, и вам не нужно бороться с желанием или сопротивляться. Это просто становится частью вашего распорядка. Избавиться от вредной привычки – это не значит лишить себя чего-то или полагаться на силу воли. Это значит понять, что стоит за этой привычкой, устранить триггеры, сделать вредную привычку непривлекательной, а затем заполнить пустоту чем-то лучшим. Постепенно, благодаря последовательным продуманным действиям, вредная привычка уходит на второй план, и новое поведение укореняется. Как сорняк, который заменяется новым растением, это постепенный осознанный процесс, и со временем сила вредной привычки ослабевает, пока она совсем не исчезнет из вашей жизни. Глава 9. Как создать устойчивый распорядок дня, когда дело доходит до формирования устойчивых привычек? Самый важный фактор – это не мотивация и не сила воли, а продуманный подход. Система устойчивых привычек не подразумевает внезапных всплесков продуктивности, а скорее внедрение небольших постепенных изменений в естественный ритм вашей жизни. Эта система должна быть практичной, гибкой и соответствовать вашему образу жизни. Она должна быть частью вашего распорядка дня. Если ваш распорядок хаотичен или неустойчив, ваши привычки, скорее всего, будут недолговечными, какими бы сильными ни были ваши первоначальные намерения. Секрет не в том, чтобы создать идеальную систему, а в том, чтобы создать систему, которую вы сможете поддерживать в течение дня, несмотря на все взлеты и падения. Устойчивый распорядок дня начинается с понимания ритма вашей жизни. У каждого человека есть естественные приливы и отливы энергии, и это важно понимать. Если вы будете пытаться следовать жесткому расписанию, не учитывая уровень своей энергии, это приведет только к неудачам. Вместо этого планируйте свой день с учетом наиболее продуктивного времени и будьте гибкими, когда чувствуете, что не можете сосредоточиться. Например, если вы жаворонок, запланируйте самые важные дела, такие как письмо, физические упражнения или медитация, на утро, когда у вас больше всего энергии. Если вы больше любите работать вечером, оставьте это время для серьезной работы или творческих проектов, а более легкие задачи запланируйте на утро. Такой индивидуальный подход позволит вам использовать свою естественную энергию и легче следовать своим привычкам. Но создание устойчивого распорядка дня – это не только вопрос времени. Это еще и создание экосистемы привычек. Эта экосистема состоит из небольших взаимосвязанных привычек, которые поддерживают ваше общее благополучие. Например, утренний распорядок может включать медитацию, стакан воды, здоровый завтрак и короткую прогулку. Каждая привычка укрепляет следующую, создавая положительную обратную связь. Цель не в том, чтобы сразу обзавестись десятком новых привычек, а в том, чтобы сосредоточиться на формировании небольшого количества базовых привычек, которые задают тон всему остальному дню. Как только эти базовые привычки закрепятся, можно постепенно добавлять новые элементы в свой распорядок дня, слой за слоем. Главное – постоянство, а не интенсивность. Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку, и тогда у вас появится основа для долгосрочного успеха. Такой подход гораздо эффективнее, чем попытка изменить свою жизнь одним махом. Еще один важный аспект формирования устойчивого распорядка дня – это внимание к своему окружению. Физическая и психологическая обстановка играют огромную роль в поддержании или нарушении ваших привычек. Организуйте свое пространство так, чтобы было легко следовать своим целям. Разложите спортивную одежду на видном месте, положите здоровые закуски в пределах досягаемости и избавьтесь от отвлекающих факторов на рабочем месте. Ваше окружение должно быть молчаливым помощником в формировании привычек, делая правильный выбор более удобным, а неправильный более сложным.
Но хорошая система также предполагает эмоциональную и психологическую поддержку. Сделайте свои привычки тем, чего вы ждете с нетерпением, а не тем, чего боитесь. Создавая распорядок дня, который заряжает энергией и приносит удовольствие, вы приводите свои привычки в соответствие со своими ценностями и желаниями, делая их естественной частью своего дня, а не обузой. Когда речь идет о формировании привычек, мы часто уделяем слишком много внимания интенсивности, стремлению к максимуму или достижению огромных результатов сразу. Хотя большие и смелые цели легко вдохновляют, правда в том, что постоянство гораздо важнее интенсивности. На самом деле, если не придерживаться постоянства, то результат часто оказывается недолговечным, а стремление к немедленным результатам может быстро привести к выгоранию. Ключ к долгосрочным изменениям заключается в формировании небольших, но постоянных привычек, которые накапливаются со временем. Настоящая сила атомарных привычек заключается в их накопительном эффекте. Ежедневное улучшение на 1% приводит к невероятному росту в долгосрочной перспективе. Начните с постановки небольших достижимых целей, которые вы сможете выполнять каждый день. Например, вместо того, чтобы стремиться сбросить 20 килограммов за месяц, сосредоточьтесь на том, чтобы заниматься спортом по 10 минут в день. Или выбирать более здоровую пищу на каждый прием пищи. Эти маленькие победы могут показаться незначительными, но со временем они приведут к серьезным изменениям. Секрет постоянства в том, что оно создает импульс. Когда вы постоянно проявляете себя даже в мелочах, вы начинаете видеть прогресс, который укрепляет вашу решимость. И по мере того, как ваши маленькие привычки закрепляются, вам становится все легче их поддерживать. Вы обнаружите, что без усилий выполняете свои тренировки, выбираете здоровую пищу и чувствуете себя лучше. Ключ к постоянству в том, чтобы избавиться от необходимости в мотивации. Мотивация быстротечна, и если полагаться на нее, то можно потерпеть неудачу. Вместо этого создайте систему, в которой привычки будут автоматическими. Сделайте их настолько простыми, чтобы не возникало никакого внутреннего сопротивления. Например, сделайте всего 2 отжимания или потратьте всего 5 минут на задачу. Снизив порог вхождения, вы устраните препятствия, которые часто приводят к прокрастинации. Со временем, когда вы будете повторять это действие, оно станет легче и естественнее. Смысл не в том, чтобы каждый раз выкладываться по максимуму, а в том, чтобы постоянно проявлять себя. Совокупный эффект от этих небольших, но постоянных действий даст больший результат, чем от случайных всплесков активности. На самом деле, именно постоянство привычки, а не ее масштаб, приводит к долгосрочным изменениям. Еще один важный аспект последовательности – реалистично оценивать свои возможности. Не берите на себя слишком много и не пытайтесь сделать слишком много за один раз. Чем больше привычек вы пытаетесь внедрить в свою жизнь одновременно, тем сложнее их поддерживать. Вместо этого сосредоточьтесь на одной или 2 ключевых привычках, которые окажут наибольшее влияние на вашу жизнь, и развивайте их. Такой подход позволяет направить энергию и внимание на то, чтобы сделать эти привычки автоматическими, прежде чем внедрять новые. Сосредоточившись на постоянстве, вы даете себе возможность расти, учиться и совершенствовать свой подход со временем. Каждый небольшой успех укрепит вашу веру в способность меняться, и вам будет легче достигать более масштабных целей. Создание системы для долгосрочных результатов – это не про силу воли. Это про создание системы, которая поддерживает ваши цели. Система – это набор процессов и привычек, которые соответствуют вашему долгосрочному видению. Это план успеха, который может развиваться и адаптироваться по мере вашего роста. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на разовых целях или краткосрочных результатах, подумайте о создании системы, которая способствует постоянному совершенствованию. Чтобы создать такую систему, важно начать с долгосрочного видения и разбить его на конкретные ежедневные шаги. Эти шаги должны быть простыми, выполнимыми, устойчивыми, чтобы постоянно двигаться к вашим целям. Один из самых эффективных способов создать долгосрочную систему привычек – использовать концепцию наложения привычек. Это подразумевает привязку новой привычки к уже существующей, что облегчает ее внедрение и интеграцию.
Например, если вы уже привыкли чистить зубы каждое утро, вы можете привязать к этому новую привычку, например, делать растяжку в течение 5 минут сразу после чистки зубов. Уже существующая привычка становится сигналом для новой, и повторение этой последовательности со временем закрепит новое поведение. Благодаря привязке привычек вы создаете непрерывный поток действий, выстраивая мощную систему, которая со временем становится автоматической. Еще одна важная часть создания системы для достижения долгосрочных результатов – это отслеживание и анализ вашего прогресса. Регулярно оценивайте, как ваши привычки помогают вам в достижении общих целей, и вносите необходимые коррективы. Отслеживание привычек не только позволяет вам видеть свои достижения, но и помогает выявлять закономерности, триггеры и области для улучшения. Оставаясь на связи со своими достижениями, вы сохраняете мотивацию, отмечаете свои успехи и вносите необходимые изменения, чтобы не сбиться с пути. Ключом к долгосрочному успеху является постоянное совершенствование вашей системы, чтобы она соответствовала вашим ценностям и меняющимся целям. Помните, что самые эффективные системы – это динамичные системы, которые позволяют развиваться и адаптироваться по мере вашего обучения и изменений. Глава 10. Мотивация переоценена. Почему дисциплина важнее вдохновения? Одно из самых ошибочных представлений о формировании привычек – это убеждение, что мотивация является движущей силой перемен. Мы часто полагаемся на мотивацию как на катализатор действий, думая, что если мы найдем достаточно вдохновения или разожжем правильный энтузиазм, то сможем достичь любой цели. Но реальность далека от этого. Мотивация ненадежна и мимолетна. В один день она может быть на пике, а на следующий исчезнуть, и тогда мы останемся ни с чем. Вот почему полагаться только на мотивацию – это путь к провалу, и почему дисциплина гораздо важнее. Дисциплина – это способность действовать последовательно, независимо от того, что ты чувствуешь в данный момент. Мотивация может быть очень сильной, но дисциплина гарантирует, что ты будешь двигаться вперед, даже если мотивации нет. Правда в том, что мотивация редко приходит в нужный момент. Она часто появляется, когда ты меньше всего этого ждешь, и также легко может исчезнуть. Представь, что ты занимаешься спортом только тогда, когда чувствуешь мотивацию. Иногда у тебя полно энергии, и ты с удовольствием тренируешься, а иногда тебе трудно встать с дивана. Из-за непостоянства мотивации она становится ненадежным союзником в твоих попытках измениться. Вот тут-то и приходит на помощь дисциплина. Дисциплина – это не ожидание подходящего момента для действий. Это готовность действовать, независимо от того, что ты чувствуешь. Это готовность действовать, даже когда ты устал, рассеян или немотивирован. Развивая дисциплину, ты создаешь прочный фундамент для успеха, независимо от внешних факторов. Прелесть дисциплины в том, что она создает импульс. Когда ты постоянно действуешь, даже в те дни, когда нет мотивации, ты начинаешь ощущать пользу от своих действий. Эти небольшие последовательные действия накапливаются со временем, приводя к значительным изменениям. Именно благодаря тому, что ты каждый день проявляешь себя, ты вырабатываешь привычки, которые приводят к долгосрочному успеху. И хотя мотивация может приходить и уходить, дисциплина будет держать тебя на правильном пути. Чем дисциплинированнее ты становишься, тем больше мотивации ты будешь генерировать, просто действуя. Ваша привычка войдет в распорядок дня, и вам не нужно будет искать вдохновение извне. Главное – перестать ждать, когда вас посетит мотивация, и вместо этого сосредоточиться на создании системы, которая позволит вам действовать без нее. В конечном счете, способность действовать без мотивации – это то, что отличает тех, кто достигает своих целей, от тех, кто этого не делает. Мотивация может дать вам заряд энергии, но именно дисциплина помогает двигаться вперед, когда становится трудно. Дисциплина – это тихая сила, которая позволяет вам формировать привычки, благодаря которым вы сможете сохранять темп, даже когда первоначальный энтузиазм угаснет. Сосредоточившись на развитии дисциплины, вы получите инструменты для долгосрочных изменений, не зависящих от капризов мотивации. Как развить импульс с помощью маленьких побед? Процесс развития импульса – один из самых мощных инструментов для формирования привычек, и начинается он с маленьких побед. Маленькие победы – это ступеньки, ведущие к большим победам.
Когда вы достигаете чего-то, пусть даже незначительного, это дает вам ощущение прогресса и делает следующий шаг более достижимым. Легко упустить из виду маленькие достижения в пользу более крупных и впечатляющих результатов, но именно эти маленькие победы закладывают основу для устойчивого прогресса. Будь то первый шаг в новой программе тренировок, прочтение одной страницы книги или выбор здоровой пищи, эти действия не являются незначительными. Это кирпичики, из которых строятся изменения. Главное в использовании маленьких побед – это постоянство. Вам не нужно каждый день делать огромные шаги, чтобы добиться значимого прогресса. Вместо этого старайтесь быть последовательными, даже если усилия незначительны. Каждая накопленная вами маленькая победа – это уже победа. Эти победы помогают укрепить уверенность в себе, что в свою очередь повышает вашу веру в свои способности. Продолжая добиваться небольших побед, вы начинаете понимать, что успех не всегда приходит в самые важные моменты. Он присутствует в повседневных мелочах, которые вы делаете. Чем больше маленьких побед вы одерживаете, тем больше у вас сил и тем больше вероятность, что вы будете придерживаться своих привычек. Вначале маленькие победы могут казаться незначительными, а результаты далекими. Но сила инерции заключается в ее накопительном эффекте. Со временем эти маленькие победы превращаются в снежный ком, который приводит к большему успеху. Например, если вы начнете заниматься спортом всего по несколько минут в день, это может показаться незначительным. Но со временем это войдет в привычку, которая приведет к значительным физическим и психологическим изменениям. Главное не недооценивать силу маленьких действий. Даже самый маленький шаг вперед – это прогресс, и если вы будете постоянно делать эти шаги, то в конечном итоге окажетесь гораздо дальше, чем вы думали. Один из лучших способов развить инерцию – это отмечать свои маленькие победы. Хотя может показаться заманчивым не обращать внимания на незначительные победы в погоне за большими целями, но если вы уделите немного времени признанию своего прогресса, это укрепит позитивное поведение. Когда вы отмечаете свои маленькие победы, вы даете своему мозгу сигнал, что вы на правильном пути, что повышает вашу мотивацию и помогает двигаться вперед. Эти моменты празднования не обязательно должны быть грандиозными. Это может быть просто признание ваших усилий или небольшой подарок самому себе. Признавая свой прогресс, вы укрепляете веру в то, что способны достичь своих целей, какими бы незначительными ни казались шаги. Когда дело доходит до формирования устойчивых привычек, самая большая ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что они слишком полагаются на силу воли. Сила воли – это ограниченный ресурс. Это как батарейка, которая разряжается в течение дня и в конце концов заканчивается. Вот почему полагаться на силу воли для достижения целей – ненадежная стратегия. Сила воли может помочь вам в первые несколько дней формирования новой привычки, но в долгосрочной перспективе это не работает. Вот почему лучше сосредоточиться на создании системы, а не полагаться на силу воли. Система – это структура, которая поддерживает ваши привычки автоматически. Когда вы полагаетесь на систему, вам не нужно постоянно заставлять себя принимать правильные решения. Вместо этого вы создаете свое окружение и распорядок дня таким образом, чтобы ваши желаемые привычки были самым простым путем. Например, если вы хотите питаться правильно, вам не нужно каждый раз заставлять себя делать правильный выбор. Вместо этого вы создаете систему, заранее готовя здоровую пищу, всегда имея под рукой полезные перекусы и делая нездоровые варианты труднодоступными. Благодаря этой системе вам не нужно тратить умственную энергию каждый раз, когда вы выбираете еду. Вы просто следуете системе. Создание системы – это создание последовательности без необходимости каждый день заставлять себя. Система должна сделать ваши привычки автоматическими, легкими и устойчивыми. Вот почему успешные люди не зависят от мотивации или силы воли. Они зависят от систем. Когда ваше окружение, распорядок дня и поведение структурированы так, чтобы поддерживать ваши цели, результаты становятся неизбежными. Вам не нужно каждый день бороться с собой, чтобы делать правильный выбор. Ваша система гарантирует, что вы будете делать правильный выбор без особых усилий. Чем эффективнее ваша система, тем меньше вам нужно полагаться на силу воли. Со временем ваши привычки закрепятся, и необходимость в сознательных усилиях уменьшится. В конечном счете, полагаться на систему, а не на силу воли – это ключ к долгосрочному успеху.
Сила воли может помочь вам начать, но именно система приведет вас к финишу. Когда вы сосредотачиваетесь на создании системы, которая поддерживает ваши цели, вам легче их достичь, независимо от того, сколько у вас осталось силы воли. Системы снимают напряжение и делают успех неизбежным. Чем больше вы выстраиваете свои привычки вокруг систем, тем легче они становятся, позволяя вам добиться долгосрочных изменений с минимальными усилиями. Глава 11. Долгосрочная последовательность, важность отслеживания и ответственности. Последовательность – это секретный ингредиент любой долгосрочной привычки. Проблема, однако, в том, что поддерживать последовательность не всегда легко. Будь то соблазн отвлечься или естественный ритм жизни, стремление к цели иногда кажется невыполнимой задачей. Вот тут-то и приходит на помощь отслеживание и ответственность. Когда мы отслеживаем свой прогресс, мы получаем наглядное напоминание о том, как далеко мы продвинулись. Отслеживание служит своего рода самопроверкой, позволяя нам оценивать наши усилия и оставаться на пути к достижению целей. Простое фиксирование прогресса помогает нам сохранять вовлеченность и приверженность процессу, а также дает нам чувство выполненного долга, которое побуждает к дальнейшим действиям. Ответственность выводит отслеживание на новый уровень. В то время как отслеживание дает нам внутреннюю обратную связь, ответственность обеспечивает внешнюю обратную связь от других. Когда есть кто-то или что-то, перед кем нужно отчитываться, это значительно повышает нашу мотивацию и стремление к последовательности. Легко сорваться с крючка, когда нам не перед кем отчитываться, но наличие подотчетности добавляет еще один уровень ответственности, который делает бросить курить становится все труднее. Это может быть друг, коллега, тренер или даже публичное обязательство. Когда другие знают о наших целях и мы чувствуем себя обязанными перед ними, у нас больше шансов довести дело до конца. В осознании того, что кто-то еще рассчитывает на то, что мы придем и выполним работу, есть врожденная сила. Ответственность не обязательно должна быть суровой. Это может быть поддерживающее и ободряющее присутствие, которое помогает нам не сбиться с пути. Это легкий толчок, который напоминает нам о наших обязательствах, когда жизнь становится напряженной или мотивация ослабевает. Включив отслеживание и подотчетность в процесс формирования привычек, вы гарантируете, что будете постоянно двигаться вперед, даже когда энтузиазм угасает или жизнь ставит препятствия на вашем пути. Еще одним важным фактором является отслеживание количества и качества ваших усилий. Например, если вы пытаетесь выработать привычку заниматься физическими упражнениями, полезно отслеживать количество дней, в течение которых вы тренируетесь. Но также важно отслеживать интенсивность, то, как вы себя чувствуете во время каждой тренировки и прогресс, которого вы достигаете. Достижение ваших целей, будь то поднятие тяжестей, бег на большие дистанции или повышение выносливости, добавляет глубины процессу отслеживания. Отслеживая все аспекты своей привычки, вы получаете более точные и всестороннее представление о своем прогрессе, что позволяет вам отмечать маленькие победы и корректировать свой подход по мере необходимости. Эта целостная система отслеживания помогает вам сохранять мотивацию и вкладываться в свое путешествие, укрепляя последовательность, которая так важна для долгосрочного развития. Долгосрочный успех. Использование договоров о привычках помогает сохранять приверженность. Это мощная сила, которая помогает достичь долгосрочных целей. И один из самых эффективных способов сохранять приверженность своим привычкам – это заключать договоры о привычках. Договор о привычке – это письменное или устное соглашение между вами и другим человеком или даже между вами и вашим будущим «я», в котором вы берете на себя четкие обязательные обязательства по достижению целей, связанных с привычками. Цель договора о привычке – создать уровень ответственности и формальности, который затрудняет отказ от обязательств. Это значит, что вы записываете свои цели или обещаете кому-то другому, что будете придерживаться определенного поведения. Договоры о привычках создают чувство личной ответственности. Когда вы берете на себя обязательства по привычке, вы не просто обещаете себе, вы обещаете другому человеку или организации. Это внешнее обязательство добавляет дополнительный психологический стимул, чтобы довести дело до конца, и вам сложнее отказаться или потерпеть неудачу. Идея договора о привычке в том, что чем официальнее и серьезнее вы подходите к обязательству, тем больше вероятность, что вы его выполните. Дело не только в том, чтобы поставить цель. Дело в том, чтобы сделать эту цель официальной, создать уровень ответственности, который будет требовать от вас большего.
Чтобы договор о привычке был максимально эффективным, важно быть конкретным. Легко нарушить расплывчатые обещания вроде «я буду больше заниматься спортом» или «я буду есть более здоровую пищу». Вместо этого четко определите поведение, которому вы хотите следовать. Укажите время, место и обстоятельства, в которых вы будете выполнять привычку. Например, вместо того, чтобы сказать, что я буду больше заниматься спортом, можно сказать, что я буду каждый день выходить на 30-минутную прогулку в 7 утра. Такой уровень конкретики делает обязательство более реальным, и его сложнее нарушить. Кроме того, полезно продумать последствия невыполнения обещания. Например, можно пожертвовать деньги на благотворительность или написать пост в социальных сетях, признав свою неудачу. Неприятные последствия станут дополнительным стимулом придерживаться своих привычек. Внесение в свой распорядок дня плана по формированию привычки помогает осознать, что вы действительно этого хотите. Когда вы подписываете план по формированию привычки, вы заявляете о своем намерении придерживаться этой привычки, несмотря ни на что. Такой уровень ответственности может изменить вашу жизнь, если вы будете придерживаться своих привычек в долгосрочной перспективе. Это укрепит вашу уверенность в том, что ваши привычки не являются чем-то необязательным. Они не подлежат обсуждению. План по формированию привычки превращает ваши цели из простых намерений в конкретные действия, что облегчает их выполнение и помогает не сбиться с пути. Разработка плана действий на случай неудачи – неизбежная часть любого пути к изменению привычек, но именно то, как мы реагируем на неудачи, определяет наш долгосрочный успех. Главное в том, чтобы не сдаваться, это иметь план на случай неудачи. План действий – это важный инструмент для быстрого восстановления после неудачи, будь то пропущенная тренировка, нарушение диеты или любое другое отклонение от желаемого поведения. План действий не предполагает совершенства. Он нужен для того, чтобы одна неудача не помешала всему вашему прогрессу. Первый шаг к созданию плана действий – признать, что неудачи – это часть процесса. Слишком часто люди воспринимают ошибку или неудачу как провал, и такой негативный настрой может привести к разочарованию и отказу от дальнейших попыток. Но важно понимать, что неудачи – это нормально и неизбежно. Самые успешные люди – это не те, кто никогда не сталкивался с неудачами. Это те, кто знает, как восстановиться и продолжать двигаться к своей цели с новой решимостью. Приняв мысль о том, что неудачи временные являются частью процесса обучения, вы сможете развить стойкость и продолжать работать над своими целями с новой решимостью. План восстановления должен включать в себя то, как вы будете реагировать на неудачи, чтобы минимизировать их влияние на ваш прогресс в целом. Например, если вы пропустили тренировку вместо того, чтобы считать это полным провалом. Ваш план восстановления может включать в себя тренировку в качестве компенсации или корректировку следующей тренировки с учетом пропущенной. Цель – вернуться к своему режиму как можно скорее, не зацикливаясь на ошибке. Еще один важный аспект плана восстановления – это сострадание к себе. После неудачи легко впасть в уныние, но важно относиться к себе с добротой и пониманием. Вместо того, чтобы ругать себя или быть слишком критичным, воспользуйтесь возможностью проанализировать произошедшее, извлечь уроки и двигаться дальше с четким планом на следующий шаг. Наличие надежного плана восстановления также означает создание систем, которые помогут вам вернуться в нужное русло. Например, вы можете разработать утренний ритуал, включающий ведение дневника или практики осознанности, чтобы помочь себе восстановиться после тяжелого дня. Или вы можете взять за привычку анализировать свои неудачи в конце каждой недели и выявлять закономерности, которые могут мешать вашему прогрессу. Планируя восстановление, вы гарантируете, что временные неудачи не помешают вам достичь долгосрочного успеха. Вместо того, чтобы воспринимать неудачи как конец, вы начинаете видеть в них возможности для роста, укрепляя свою решимость и продолжая двигаться вперед. Глава 12. Как преодолеть трудности, плато и скуку – одна из самых сложных задач, с которой сталкиваются люди, когда пытаются сформировать новые привычки. Это преодоление неизбежных плато, которые возникают при постоянстве. На ранних стадиях формирования привычки прогресс часто бывает быстрым и очевидным. Например, когда вы только начинаете заниматься спортом, вы можете заметить, что становитесь сильнее, теряете вес или чувствуете прилив энергии. Этот ранний прогресс воодушевляет и мотивирует продолжать.
Однако со временем эти быстрые улучшения замедляются. Вы достигаете плато, и результаты становятся менее заметными. Энтузиазм угасает, и появляется скука. В этот момент многие люди начинают сомневаться, стоит ли продолжать. Они задаются вопросом, действительно ли их привычки приносят пользу. Легко попасть в ловушку, думая, что прогресс остановился или, что еще хуже, его больше нет. Но правда в том, что плато – это естественная часть процесса. Они означают, что ваше тело и разум адаптируются к новому поведению, а значит, вы меняетесь по-настоящему и надолго. Однако, когда вы не видите ощутимых результатов так быстро, как в начале, это может демотивировать. Чтобы преодолеть плато и скуку, важно сместить фокус с немедленных результатов и сосредоточиться на самом процессе. Успех не всегда заключается в том, чтобы каждый день достигать большего. Иногда самый значительный прогресс достигается за счет поддержания привычки, даже когда кажется, что все стоит на месте. Вот где проявляется сила постоянства. Главное – верить в процесс. Когда вы входите в фазу плато, напоминайте себе, что ваши привычки все еще работают, даже если вы не видите значительных изменений. Еще один способ борьбы со скукой – это внести разнообразие в свою жизнь. Когда рутина становится однообразной, легко потерять интерес. Поэтому очень важно находить способы поддерживать новизну. Например, если вы ходите в спортзал уже несколько месяцев, но вам надоело одно и то же, попробуйте заняться другим видом спорта. Поставьте перед собой новые цели или измените время тренировок. Смена темпа может снова разжечь вашу мотивацию и сделать привычку интересной. Примите дискомфорт от плато и используйте этот период, чтобы попробовать новые варианты своей привычки, которые будут вас стимулировать и подталкивать к дальнейшим достижениям. Зона Златовласки – это мощный принцип для освоения сложных привычек. Суть в том, чтобы найти золотую середину. Это идеальное состояние, когда задача не слишком легкая и не слишком сложная, а именно такая, которая достаточно сложна, чтобы поддерживать ваш интерес и мотивировать вас двигаться вперед, но не настолько, чтобы вы чувствовали себя подавленными. Эта концепция, основанная на идее поиска баланса, поможет вам сохранять мотивацию и не перегореть, пока вы работаете над изменением своих привычек. Зона Златовласки – это идеальный уровень сложности, который поддерживает вашу сосредоточенность и вовлеченность. Когда ваша привычка слишком проста, вы не испытываете трудностей, и ваш прогресс может быть слишком медленным, чтобы поддерживать ваш интерес. С другой стороны, когда ваша привычка слишком сложна, вы можете быстро разочароваться, почувствовать, что у вас ничего не получается, и вообще сдаться. Секрет в том, чтобы поддерживать свою привычку в той идеальной зоне сложности, где вы постоянно совершенствуетесь, но при этом сталкиваетесь с разумными трудностями. Например, если вы хотите улучшить свою выносливость в беге, начните с дистанции или темпа, которые чуть превышают ваши текущие возможности. Это поможет вам сохранять мотивацию. По мере прогресса вы можете увеличивать сложность небольшими шагами, которые будут подталкивать вас вперед, но не перегружать. Этот принцип применим к любой области формирования привычек. Независимо от того, работаете ли вы над своим питанием, изучаете новый язык или осваиваете новый навык, важно корректировать уровень сложности в зависимости от вашего прогресса. Если вы заметили, что привычка больше не мотивирует вас, спросите себя, не стала ли она слишком легкой или слишком сложной. Затем внесите соответствующие изменения. Возможно, вам нужно поставить более амбициозные цели или изменить привычку так, чтобы она стала сложнее, но не вызывала ненужного стресса. Найдя и поддерживая золотую середину, вы сформируете привычку, которая будет увлекательной и полезной, даже когда вы достигнете более высоких результатов. Секрет поддержания золотой середины в том, чтобы постоянно учиться и корректировать. По мере вашего роста должны меняться и ваши привычки. Регулярно оценивайте свой прогресс и спрашивайте себя, как можно сделать задачу более сложной, но при этом выполнимой. Иногда самые значительные изменения в прогрессе происходят из-за тонкой настройки уровня сложности. Золотая середина помогает избежать выгорания, не позволяя ни недооценивать, ни переоценивать сложность, позволяя вам развиваться без чувства подавленности.
Чтобы поддерживать вовлеченность в процесс формирования привычек, одним из самых важных навыков, который вы можете развить, является способность адаптировать свои привычки по мере развития. Опасность того, что вы будете придерживаться одних и тех же привычек, заключается в том, что они могут со временем стать скучными, даже если изначально они способствовали значительному прогрессу. Чтобы ваши привычки продолжали приносить пользу, важно принять концепцию эволюции привычек. Это означает, что ваши привычки должны меняться и развиваться по мере вашего роста. Мастерство приходит не от того, что вы делаете одно и то же снова и снова без изменений. Оно приходит от того, что вы адаптируете свои привычки в соответствии с вашими меняющимися потребностями, целями и обстоятельствами. Эволюция привычек подразумевает, что вы понимаете, когда ваши текущие действия больше не соответствуют вашим потребностям или когда они больше не помогают вам достигать ваших целей. Это может означать, что вам нужно сделать тренировки более интенсивными или разнообразными, изменить свои пищевые привычки в соответствии с новыми целями в области здоровья, или изменить свои стратегии обучения по мере развития определенных навыков. Например, если вы изучаете новый язык, вы можете начать с изучения лексики и базовой грамматики, но со временем, по мере улучшения ваших навыков, вам нужно будет освоить более продвинутые техники, такие как разговорная практика, погружение в языковую среду и изучение культуры. Это поможет вам сохранить ваши привычки свежими, интересными и соответствующими вашим растущим способностям. Процесс эволюции привычек также меняет ваше мышление. Вместо того, чтобы рассматривать привычки как неизменные рутинные действия, вы начинаете видеть в них динамичные системы, которые можно корректировать и улучшать со временем. Такой гибкий подход позволяет вам постоянно бросать себе вызов, поддерживать вовлеченность и избегать застоя. Когда вы становитесь увереннее в одной сфере жизни, вы можете понять, что пришло время развиваться в этой сфере или попробовать что-то новое. Развитие также означает открытость к экспериментам, новым способам делать что-то, чтобы понять, что вам подходит. Эта открытость позволяет находить новые стратегии, техники и подходы, которые будут поддерживать ваш интерес к привычкам и способствовать их развитию. Кроме того, не бойтесь отказываться от привычек, которые больше вам не нужны. Часть развития привычки – это понимание, когда нужно отказаться от определенного поведения в пользу более полезного. Например, вы начали заниматься спортом по утрам, но потом поняли, что вечерние тренировки вам больше подходят. Пришло время изменить привычку. Признание того, что привычки не статичны, позволяет вам быть гибким и реагировать на свои потребности, чтобы не застрять в рутине, которая больше не приносит пользы. Развитие привычки, если все сделано правильно, способствует постоянному росту и помогает поддерживать интерес к привычкам в долгосрочной перспективе. Глава 13. Роль рефлексии. Почему самоанализ укрепляет идентичность привычки? Самоанализ – один из самых мощных инструментов формирования привычек, но его часто упускают из виду. Легко увлечься попытками сохранить или улучшить свои привычки, сосредоточившись исключительно на действиях и результатах. Однако, не уделяя времени размышлениям о своем пути, вы рискуете упустить ценные идеи, которые помогут вам усовершенствовать и укрепить свои привычки. Процесс самоанализа – это не просто оценка того, как далеко вы продвинулись. Это способ укрепить свою идентичность и убедиться, что ваши привычки соответствуют тому, кем вы хотите стать. Когда вы анализируете свои привычки, вы не просто оцениваете, удалось вам что-то сделать или нет. Вы даете себе возможность укрепить свою личность, которую вы создаете. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии со своими привычками, будь то занятие спортом, здоровое питание или освоение нового навыка, вы заявляете о том, кто вы есть. Вы тот человек, который заботится о своем здоровье, ценит обучение или стремится к развитию. Анализ позволяет вам оглянуться назад и подтвердить свою личность. Благодаря постоянному подкреплению ваши привычки перестают быть просто действиями и становятся неотъемлемой частью вашей личности. Без анализа легко потерять из виду свой долгосрочный прогресс. Вы можете начать зацикливаться на мелких неудачах или забыть о своих достижениях. Но когда вы находите время, чтобы проанализировать свои действия, вы понимаете, насколько сильно вы изменились.
Признание достигнутого роста укрепляет ваше чувство собственного достоинства. Со временем это формирует более устойчивую и сильную личность. Чем чаще вы анализируете, как ваши привычки соответствуют вашим целям, тем больше вы будете верить в свою способность добиваться долгосрочных изменений. Именно эта вера делает формирование привычек устойчивым в долгосрочной перспективе. Инструменты для оценки вашего прогресса, хотя концепция анализа проста, без правильных инструментов и стратегий его эффективное применение может быть затруднительным. Анализ – это не просто пассивное размышление о своих привычках. Это целенаправленный, структурированный подход к оценке своего прогресса. Чтобы получить максимальную отдачу от анализа, полезно иметь систему, которая поможет вам в самооценке. Один из самых эффективных инструментов – отслеживание привычек. Трекеры привычек могут быть разными, от простых бумажных блокнотов до приложений, которые автоматически фиксируют ваши успехи. Главное – постоянно отслеживать свои действия. Благодаря трекингу привычек вы можете наглядно видеть свой прогресс. Когда вы видите серию успешных дней или недель, это наглядно показывает вашу целеустремленность и рост. Отслеживание привычек помогает выявить закономерности, отмечать маленькие победы и замечать области, в которых вам нужно совершенствоваться. Это помогает видеть общую картину, даже если отдельные дни кажутся незначительными. Помимо отслеживания своих действий, полезно вести дневник, в котором вы будете записывать свои чувства и переживания. Это поможет вам лучше понять свои эмоции и опыт, включая трудности, с которыми вы столкнулись, победы, которыми вы гордитесь, и уроки, которые вы усвоили. Когда вы записываете свои мысли, вы глубже погружаетесь в свои привычки, связывая свои действия с эмоциями и переживаниями. Со временем вы начнете лучше понимать свои мотивы и триггеры. Задавая себе конкретные вопросы, вы сможете лучше сосредоточиться. Что у вас получается хорошо и почему? Что было самым сложным и как я могу это преодолеть? Как эта привычка соотносится с моими долгосрочными целями? Эти вопросы помогут вам глубже понять причины ваших успехов и неудач. Самоанализ никогда не должен быть пассивным занятием. Он должен приводить к полезным выводам, которые помогут вам совершенствоваться. Используя такие инструменты, как трекеры привычек и ведение дневника, в сочетании с вдумчивым самоанализом, вы создаете эффективную обратную связь, которая помогает вам постоянно развиваться и меняться. Умение учиться на ошибках и неудачах – важная часть самоанализа. Привычки редко формируются по прямой линии. Будут дни, когда вы не сможете выполнить все, что запланировали, пропустите тренировку, съедите что-то вредное или не найдете время для практики нового навыка. Эти моменты неудач могут обескураживать, особенно если вы воспринимаете их как доказательство того, что вы не созданы для этой привычки. Но важно воспринимать эти неудачи как возможность для роста. Размышления о своих ошибках помогут вам извлечь ценные уроки, которые сделают ваши привычки сильнее в будущем. Когда вы сталкиваетесь с неудачей, важно подходить к ней с любопытством, а не осуждением. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, что вы сделали не так, задайте себе вопросы: что привело к этой ошибке? Что я мог сделать по-другому? И чему я могу научиться из этого опыта? Эти вопросы помогут вам выявить основные причины неудач и понять закономерности, которые могут влиять на ваши проблемы. Например, вы могли пропустить тренировку, потому что не спланировали ее заранее, или нарушить диету, потому что были слишком уставшими. Понимание причин таких действий поможет вам предпринять активные шаги, чтобы избежать их в будущем. Размышления также помогают сохранять объективность. Легко разочароваться, когда не видишь немедленных результатов, но анализируя свои успехи и неудачи, вы сможете получить более сбалансированное представление о своем пути. Помните, что неудачи – это не показатель вашей способности добиться успеха, это просто часть процесса обучения. Ключ к долгосрочному успеху – не избегать неудач, а уметь восстанавливаться после них. Размышления учат вас стойкости, превращая каждую неудачу в ступеньку к большему росту. Когда вы анализируете свои ошибки с намерением чему-то научиться, вы становитесь сильнее и принимаете более взвешенные решения в будущем.
Глава 14. Как стать архитектором перемен и изменить свое будущее. Изменение привычек – это не то, что происходит само по себе. Это то, что мы создаем сами. Это результат целенаправленных и последовательных действий, которые соответствуют нашему будущему. Процесс становления архитектором перемен начинается с того, что вы осознанно определяете свое будущее. Большинство людей склонны реагировать на обстоятельства, позволяя внешним факторам, таким как стресс, отвлекающие моменты и плотный график, диктовать свои действия. Но когда вы берете под контроль свои привычки и то, как вы их формируете, вы превращаетесь из пассивного наблюдателя в активного участника своей жизни. Первый шаг к изменению привычек – это понять свое долгосрочное видение. Кем вы хотите стать через год, 5 или даже 10 лет? Ваше видение может быть связано с успешной карьерой, улучшением здоровья или освоением нового навыка. Каким бы ни было ваше видение, важно разбить его на небольшие выполнимые шаги, которые приведут вас к желаемому результату. Привычки – это строительные блоки этого процесса. Это повседневные действия, которые приведут вас к тому, кем вы хотите стать. Будь то ранний подъем для занятий спортом, ведение дневника для улучшения концентрации или изучение нового языка, каждая привычка приближает вас к желаемому будущему. Один из самых мощных инструментов для изменения будущего – это формирование привычек, когда вы связываете новые привычки с уже существующими. Это стратегия, которая эффективно использует ваши привычки, чтобы облегчить процесс изменений. Например, если вы уже привыкли чистить зубы каждое утро, вы можете добавить к этому привычку делать растяжку в течение 5 минут сразу после чистки зубов. Цель не в том, чтобы усложнить ваш день, а в том, чтобы создать систему, в которой ваши желаемые привычки естественным образом вытекают из уже существующих. Со временем, когда вы будете формировать новые привычки, они станут частью вашей жизни и помогут вам стать тем, кем вы хотите быть. Чтобы по-настоящему стать архитектором своих изменений, важно, чтобы ваши привычки были не только осознанными, но и соответствовали вашим ценностям и целям. Каждая привычка должна отражать ту жизнь, которую вы хотите вести, и того человека, которым вы хотите быть. Когда ваши привычки соответствуют вашим ценностям, они обретают смысл и сохраняются надолго. Без этого ваши привычки будут казаться вам рутиной, а мотивация может ослабнуть. Но когда ваши привычки связаны с чем-то большим, чем вы сами, с тем, что соответствует вашей цели, они становятся неотъемлемой частью вашей личности. Подумайте о том, что для вас действительно важно. Это семья? Это личностный рост? Это здоровье и жизненная энергия. Когда вы определите свои основные ценности, вы сможете понять, какие из ваших привычек помогают вам жить в соответствии с этими ценностями, а какие нет. Например, если для вас важна семья, вам нужно понять, соответствуют ли ваши привычки в питании, физические упражнения и режим сна этой ценности. Если вы понимаете, что ваши текущие привычки не соответствуют вашим целям, пришло время изменить их, чтобы они отражали ваши истинные приоритеты. Этот процесс перестройки касается и мелких повседневных решений. Каждое ваше решение, каким бы незначительным оно ни было, приближает вас к цели или отдаляет от нее. Главное – постоянно делать выбор, который отражает ваши ценности. Когда вы это делаете, ваши действия говорят громче, чем ваши слова. Например, если ваша ценность – личностный рост, вы можете каждый день уделять 30 минут чтению или изучению чего-то нового, вместо того, чтобы бездумно листать ленту в социальных сетях. Эти небольшие изменения, если они делаются намеренно и постоянно, накапливаются со временем и приводят к масштабным переменам. Когда вы выстраиваете свои привычки в соответствии со своими ценностями и целями, вы получаете гораздо больше, чем просто краткосрочный успех.
Вы закладываете фундамент для долгосрочных результатов. Дело в том, что маленькие привычки со временем накапливаются, создавая экспоненциальный рост, который намного больше, чем сумма их частей. Многие люди не понимают этого, потому что ждут быстрых результатов, но настоящая сила привычек не в мгновенном вознаграждении, а в долгосрочной трансформации, которую они обеспечивают. Представьте себе человека, который каждый день читает по одной странице книги. Сначала это может показаться незначительным действием, но за год он прочитает 365 страниц, что достаточно для прочтения целой книги. Эффект от небольших ежедневных действий становится очевидным, если посмотреть на картину в целом. Дело не в том, чтобы достичь большой цели за неделю или месяц. Суть в том, чтобы каждый день делать что-то важное, пусть и незначительное, и верить, что эти действия в конечном итоге приведут к чему-то необычному. Самое сильное свойство привычек – это способность к долгосрочным изменениям. Когда привычка сформировалась, она становится автоматической. Она входит в вашу повседневную жизнь, и вам больше не нужно принимать решения и прилагать усилия. Со временем эти привычки настолько укореняются в вашей жизни, что вы становитесь другим человеком, живущим в соответствии со своими ценностями, целями и видением. Так происходят долгосрочные изменения. Они не происходят за одну ночь, а постепенно, благодаря маленьким, но осознанным привычкам, которые создают импульс и приводят к новой реальности. В результате вы начинаете жить осмысленно, получая удовольствие и действуя в соответствии со своими мечтами. Вы каждый день совершаете действия, которые отражают ваши самые глубокие ценности и желания, и просыпаетесь с мыслью, что живете в соответствии со своим видением. Эффект от формирования привычек настолько силен, что может распространиться на окружающих. Вы становитесь живым примером того, что возможно, если вы будете совершать маленькие, но осознанные изменения, и со временем они приведут к жизни, которая оставит наследие. Глава 15. Путь к долгосрочным изменениям. Привычки, которые остаются на всю жизнь. Путь к изменению привычек никогда не заканчивается. Это непрерывный процесс, который сопровождает вас всю жизнь. Иногда вы можете достичь невероятных результатов, но это скорее исключение, чем правило. Чаще всего долгосрочные изменения происходят постепенно. Каждая привычка, которую вы приобретаете, становится кирпичиком в постоянно меняющейся структуре. То, что начинается как незначительное изменение, может перерасти в нечто важное, изменив ход вашей жизни. Этот процесс требует терпения, стойкости и, самое главное, последовательности. Дело не в том, чтобы достичь совершенства, а в том, чтобы с каждым действием становиться лучше, даже если изменения кажутся незначительными. Прелесть привычек в том, что они глубоко укореняются в вашей повседневной жизни. Со временем грань между тем, что вы делаете, и тем, кем вы являетесь, стирается. Каждая привычка, будь то ранний подъем, занятие спортом или осознанное питание, становится частью вашей личности. Это уже не просто обязанность, а естественная часть вашего образа жизни. Изменение личности происходит потому, что вы не просто выполняете какие-то задачи. Вы превращаетесь в человека, который ценит определенные привычки, и по мере вашего развития ваши привычки естественным образом меняются, отражая ваши ценности и стремления. Это основа личностного роста. Процесс изменений заключается не в том, чтобы просто достичь чего-то внешнего, а в том, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Продолжая этот путь, вы обнаружите, что привычки, которые вы формируете, становятся фундаментом для вашего будущего. Но не ждите момента, когда вы вдруг преобразитесь. Это непрерывный цикл, который меняется по мере вашего развития. Процесс динамичен, и то, что вам нужно от ваших привычек сегодня, может отличаться от того, что вам нужно будет завтра. Самые успешные люди не полагаются на фиксированные привычки.
Они используют их как инструменты для постоянного движения вперед к новым версиям себя. В будущем нам понадобятся новые привычки, и уроки, которые мы усвоили из этой книги, помогут нам их приобрести по мере нашего развития. Маленькие победы ведут к большим победам. Одно из главных открытий, которое мы сделали в этом путешествии, это огромная сила маленьких побед. В культуре, которая часто превозносит грандиозные поступки и мгновенные результаты, легко упустить из виду преобразующее влияние маленьких постепенных изменений. Но именно эти маленькие победы являются основой больших изменений. Они могут показаться незначительными в данный момент, но со временем они накапливаются и создают эффект, который способствует прогрессу. Одно положительное действие, например, встать на 10 минут раньше или выбрать здоровый перекус вместо вредного, может показаться незначительным, но это шаг в правильном направлении. Шаг к тому, кем вы становитесь. Что делает маленькие победы такими мощными, так это то, что они меняют ваше мышление. Каждый раз, когда вы достигаете даже самого маленького успеха, ваш мозг фиксирует, что вы продвинулись вперед. Это закрепляет поведение, и вам становится легче его повторять. Когда вы празднуете эти маленькие победы, будь то признание своих достижений или запись в дневнике, вы закрепляете привычку. Эта система положительной обратной связи побуждает к дальнейшим действиям, создавая импульс, который помогает вам продолжать свой путь. Прелесть маленьких побед в том, что они работают на двух уровнях. Они приносят мгновенное удовлетворение, которое поддерживает вашу мотивацию, и создают ощущение долгосрочного успеха, которое укрепляет вашу приверженность процессу. Более того, маленькие победы придают уверенности. С каждой маленькой победой вы доказываете себе, что можете добиться успеха. Это укрепляет вашу веру в свои силы и способность достигать целей. По мере того, как ваша уверенность растет, вы становитесь более готовыми к большим вызовам. То, что начиналось как маленькие, казалось бы, незначительные действия, постепенно приводит к более масштабным и значимым достижениям. Сосредоточившись на этих маленьких победах, вы начинаете понимать, что процесс изменений заключается не столько в том, чтобы сделать огромный скачок, сколько в том, чтобы последовательно делать выбор, который соответствует вашим целям и ценностям. Маленькие победы – это не только ключ к поддержанию мотивации, но и основа для настоящего долгосрочного успеха. Процесс изменений – это не одномоментное событие. Это постоянная практика, требующая постоянных усилий, размышлений и адаптации. Каждая новая привычка, которую вы внедряете в свою жизнь, способствует более глубокой трансформации. Когда вы начинаете вести себя по-новому, ваши старые привычки неизбежно сталкиваются с трудностями. Вы можете столкнуться с сопротивлением, сомнениями или неудачами, но это не значит, что вы потерпели неудачу. Это естественные этапы процесса. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями и продолжаете двигаться вперед, вы укрепляете свою способность не сдаваться. Настоящая сила изменений заключается в вашей способности сохранять постоянство, даже когда прогресс кажется медленным или незаметным. Важно иметь установку на непрерывный рост. Вместо того, чтобы стремиться к конечной цели, рассматривайте свой путь как разворачивающуюся историю, где каждый день приближает вас к тому, кем вы становитесь. Такой взгляд позволяет вам воспринимать трудности и неудачи как опыт, а не как препятствия, которые мешают вашему прогрессу. Изменение – это прогресс, а не совершенство. Всегда есть место для роста, и главное – продолжать двигаться вперед, независимо от того, на каком этапе вы находитесь. Чтобы поддерживать изменения, важно регулярно анализировать свои привычки. Это поможет вам оставаться в гармонии со своими ценностями и целями. Периодически пересматривайте, что работает, а что нуждается в корректировке. Ваши привычки все еще помогают вам становиться тем, кем вы хотите быть. Если нет, не бойтесь менять свой подход. Гибкость очень важна, потому что по мере вашего развития будут меняться и ваши потребности и стремления. Не расстраивайтесь, если что-то изменится. Это неизбежная часть процесса. Главное, чтобы вы продолжали развиваться и совершенствоваться. Каждый день, делая выбор, вы понемногу формируете себя в будущем. Путь к долгосрочным изменениям требует терпения, стойкости и готовности постоянно улучшать свой подход. Это не быстрый процесс,
а обязательство на всю жизнь – стать лучшей версией себя. Принимая маленькие победы, осознавая, что формирование привычек – это непрерывный процесс, и постоянно совершенствуясь, вы прокладываете себе путь к долгосрочному успеху. Ваши привычки, если они соответствуют вашей личности и ценностям, могут изменить не только ваши действия, но и вашу жизнь. Путешествие только начинается. Оно только начинается. Привычки, которые вы формируете сегодня, определят, каким человеком вы станете завтра, и с каждым шагом вы будете приближаться к тому, кем вам суждено быть. Глава 15. Заключительные мысли и непрерывное путешествие. Процесс формирования привычек – это непрерывная эволюция. Когда вы решите изменить свои привычки, вы вступите в динамичный процесс, который будет продолжаться. Пока вы стремитесь к личностному росту, не будет такого момента, когда вы сможете остановиться и сказать «Я достиг совершенства». На самом деле формирование привычки – это процесс, который длится всю жизнь и меняется вместе с вашими потребностями, целями и обстоятельствами. Главное в этом процессе понять, что успех не в том, чтобы достичь совершенства, а в том, чтобы каждый день делать свою работу и адаптироваться к обстоятельствам. Во многом привычки – это как компас. Они направляют ваши действия, решения и поведение к желаемым результатам. Но так же, как компас не может удержать вас на одном месте, ваши привычки тоже меняются. Со временем ваши цели и стремления могут измениться. То, что вы цените на одном этапе жизни, может выглядеть иначе, когда вы вырастете и поменяетесь. Прелесть формирования привычки в том, что она может меняться вместе с вами, позволяя вам корректировать свои цели и намерения. Именно постоянная практика оценки того, где вы находитесь, куда хотите прийти и как ваши привычки могут помочь вам в этом, приводит к долгосрочным изменениям. По мере вашего развития вы обнаружите, что ваши привычки становятся более гибкими и адаптируются к изменениям в вашей жизни. Хотя основные принципы формирования привычек остаются неизменными, конкретные привычки, которые вы выбираете, будут отражать ваши текущие обстоятельства и стремления. Самые успешные люди – это не те, кто выработал определенный набор привычек, а те, кто постоянно их совершенствует, подстраивая под свои нужды. Этот непрерывный цикл роста, самоанализа и корректировки делает процесс формирования привычек актуальным на протяжении всей вашей жизни. Один из главных уроков этой книги – это умение радоваться маленьким победам. Мы часто думаем об успехе как о грандиозном событии, но на самом деле успех складывается из маленьких постепенных побед, которые накапливаются со временем. Эти маленькие победы могут казаться незначительными в моменте, но если их накапливать день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, они создают импульс, который ведет к долгосрочному успеху. Прелесть маленьких побед в том, что они дают вам мгновенную обратную связь. Они наглядно показывают, что ваша работа приносит плоды, что в свою очередь повышает вашу мотивацию и закрепляет привычку. Важно отмечать эти маленькие победы, даже если они не кажутся вам значительными. Может быть, сегодня вы проснулись на полчаса раньше, чем обычно. Может быть, вы поднялись по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом. Или, может быть, вам удалось придерживаться своей привычки пить больше воды. Эти моменты не пустяки. Они доказывают, что вы движетесь вперед, и ваши действия соответствуют вашим целям. Со временем эти маленькие победы накапливаются, создавая эффект снежного кома, который продвигает вас вперед. Отмечая маленькие победы, вы также укрепляете позитивное подкрепление в своих привычках. Каждый раз, когда вы признаете успех, неважно, насколько он незначителен, вы укрепляете связь между действием и наградой. Это облегчает продолжение поведения, так как мозг начинает ассоциировать привычку с положительными эмоциями. Поэтому, будь то похвала, благодарность или просто запись о вашем успехе в дневнике, эти маленькие признания подпитывают огонь, который поддерживает ваши привычки и помогает им развиваться. Превращайте свою трансформацию в ежедневную практику.
В основе всего, чему вы научились в этой книге, лежит понимание того, что долгосрочные изменения не происходят за одну ночь. Они формируются благодаря ежедневной практике, маленьким последовательным действиям, которые вы совершаете каждый день. Ваша трансформация, то, каким вы становитесь, определяется не одним моментом, а суммой ваших ежедневных решений. Каждый раз, когда вы выбираете какую-то привычку, вы укрепляете свою личность как человека, который ценит это поведение. Будь то решение заняться спортом, осознанно питаться или уделять время личностному росту. Каждое из этих решений – часть вашей истории о том, кем вы становитесь. Самый мощный аспект формирования привычек в том, что они становятся частью вашей повседневной жизни. Это уже не столько вопрос силы воли, сколько вопрос самоопределения. Вы продолжаете развивать привычки, которые соответствуют вашим ценностям, и они начинают формировать ваше представление о себе. Вы уже не просто пытаетесь правильно питаться или больше заниматься спортом. Вы человек, который стремится вести здоровый образ жизни. Ваша личность и ваши привычки переплетаются, и это делает процесс трансформации естественным, легким и устойчивым. Но трансформация – это не одномоментное событие. Ваши привычки меняются, и ваше понимание себя и своих целей тоже меняется. Процесс трансформации – это принятие перемен не как чего-то, что происходит мгновенно, а как чего-то, что происходит постепенно, день за днем. Продолжая практиковать свои привычки, вы будете находить новые способы совершенствоваться, улучшать свой подход и становиться лучшей версией себя. Вы можете столкнуться с неудачами, моментами сомнений или периодами застоя, но все это часть пути. Это не значит, что вы потерпели неудачу. Это просто возможности для роста, совершенствования и обучения. Настоящая сила этого процесса в его постоянстве. Со временем привычки, которые вы выработали, станут основой вашей жизни. Они будут определять, как вы проявляете себя в мире, как взаимодействуете с другими людьми и как вносите свой вклад в жизнь общества. Продолжая идти по этому пути, вы поймете, что вы не просто вырабатываете привычки, а строите жизнь, которая отражает ваши самые глубокие ценности и стремления. Трансформация продолжается, и с каждой новой привычкой, которую вы внедряете в свою жизнь, вы становитесь тем человеком, которым всегда хотели быть. В этой заключительной главе основное внимание уделялось постоянному формированию привычек, важности отмечать маленькие победы и силе ежедневной практики для полноценной жизни. Я надеюсь, что это погружение в тему было именно таким, как вы хотели. Дайте мне знать, если вам нужны какие-либо уточнения или дополнительный контент.